Дальше, когда вы покупаете что-то в магазине, то обычно старайтесь отдать немножко больше. И вот что будет происходить. В обыкновенной жизни вы, допустим, получаете 1000 долларов. С тем человеком, к которому вы рассчитываетесь, он живет в таком социальном уровне, где он получает максимально 300 долларов. Но если вы ему дадите немножко больше в своем социальном уровне, то тогда в его социальном уровне на те деньги, которые он получил, это будет процентным отношением, которое можно высчитать. Вот смотрите, у меня доход 1000 долларов, а у него доход 100 долларов. Если я ему дам дополнительно 20 долларов, то это будет дополнительным доходом к его деньгам, допустим, 5% там, или 7%. И после этого, когда я ему это отдаю, то у меня доход увеличивается на 5%. То есть у меня 5% на 1000 долларов, это будет там дополнительная сумма чуть-чуть больше, чем его 5%, которые вы ему отдали. Вы ему отдали 5%, но эти 5% вернутся к вам в виде вашего увеличенного дохода, увеличенного количества денег. Если я зарабатываю 1 000 000 в месяц, и я помог таксисту, дал ему на 20 рублей больше, то тогда к этому 1 000 000 прибавится вот тот процент, на который вырос доход вот у этого бедного и несчастного человека. Поняли? Вот таким образом это устроено. Поэтому можно давать немножко больше. Почему? Когда вы даете немножко больше, то вы и получаете немножко больше. Но это больше нужно отдавать только в том случае, если человек для вас что-то сделал. И я прошу не путать по поводу эксплуатации. Почему? Потому что нужно, чтобы существовало правило эксплуатации. Правило эксплуатации звучит так. Каждый человек, который хочет стать буржуа, должен научиться эксплуатировать трудовой пролетариат. А это еще что такое? Эксплуатация трудового пролетариата заключается в том, что человеку платят меньше, но заставляют его работать больше. Вы представляете? Это печально. Это выглядит гадко, особенно для тех людей, которые прошли советское образование или там воспитание в Советском Союзе. Но это очень эзотерически все это понимать, понимаете? Поэтому в случае, если человек есть, который зарабатывает в вашей компании 5000 долларов, допустим, и этот человек говорит, я хочу, чтобы вы мне немножко подняли зарплату, то вы этому человеку говорите такие слова. Говорите, я посмотрю, если в интернете такие же специалисты на такую же сумму. Если я на протяжении месяца найду человека, который будет на такую же сумму работать, как ты, то тогда я тебя заменю на этого человека. А если нет, тогда я тебе эти деньги, скорее всего, подниму. Поняли, да? Поэтому каждый раз, когда вы собираетесь просто так человеку подарить деньги, обычно задайте себе вопрос, насколько этот человек незаменим. За что человеку платят деньги? Большие деньги платят за незаменимость. У меня есть ряд сотрудников таких, которых я заменить не могу. Вот не могу. А есть ряд сотрудников, которых заменить несложно. Таким образом, я четко понимаю, что если человека заменить несложно, тогда я должен ему платить меньше. Если я понимаю, что человека заменить легко, тогда я ему должен платить меньше. А, там больше, а там меньше, да? Чуть оговорился, извините. Поэтому, когда у вас продавец говорит, поднимите мне, пожалуйста, заработную плату, можете улыбаться в лицо и говорить, ты свободна. Почему? Потому что, или есть такие продавцы, которые просто профессионалы своего дела. Если человек профессионал, и он там без продажи без продажи не выходит на работу, тогда этому человеку можно немножко поднять заработную плату. Но здесь не поднимайте заработную плату, объясню почему. Выплачивание заработной платы – это ежемесячная трата. А единоразовая премия – это не ежемесячная трата. Поэтому человеку можно дать просто бонус, 13-ю заработную плату, или там на какой-нибудь праздник его отблагодарить в виде конвертика какого-то. Поняли? Вот таким образом. Если вы захотите дополнительно этому человеку дать, но не привязывайте это к зарплате. Вообще зарплату лучше делать фиксированной, ее не нужно привязывать к доллару, знаете, и как-то вот так. Я еще раз хочу повторить правило партнерства. Это тоже очень важно. Когда 3 партнера собираются или 2 партнера собираются, то деньги, которые они вкладывают, они должны быть описаны. Ты вложил столько, это вложено столько в письменном виде. И в конце вы пишете, данные деньги являются бюджетом нашего предприятия. Поняли?
После этого, если деньги закончены и еще нужно вкладывать, то вы должны собраться и сказать: у нас деньги закончились, нам нужно еще добавить этих денег. В случае, если у вас партнерство началось, то есть такой принцип: первые деньги из своего партнерства или деления дохода вы должны делать только спустя не менее чем через 3 или 6 месяцев. Но вообще моя рекомендация: забирайте первые доходы через 6 месяцев. А еще правила бизнеса звучат так. Если человек, допустим, открыл торговую точку и пробует зарабатывать на этом сам или торговать сам, то у него будет это получаться. Но будет получаться хуже, чем если он наймет людей, которые будут на этой торговой точке работать. А скажите теперь, почему? Потому что вы переживаете, будут продажи у вас или не будет. А человек, который будет там торговать, ему будет все равно, будут продажи или нет. Таким образом, вы по отношению к своему бизнесу формируете состояние страдания, а он состояние безразличия. Поэтому ему для того, чтобы у него увеличилось состояние радости по отношению к вашему бизнесу, которое может быть за счет того, что вы выберете человека позитивного, позволит вам увеличить движение в вашем бизнесе. И здесь стоит, основной такой линией проходит выбор персонала. Если вы занимаетесь розничной торговлей, то на первое место не только ставьте, насколько человек хорошо торгует, а насколько он еще и позитивный и веселый. Если вы выберете хохотушку какую-нибудь с большими глазами и большой грудью, извините за то, что я говорю это, то она, скорее всего, будет лучше продавать, чем большая красивая женщина с вытаращенными глазами, создающая вид серьезной такой леди. Серьезная леди пусть едет в Букингемский дворец, или вы говорите. Понятно? Пусть она едет для того, чтобы там давать балы и маскарады. А продавец, он должен быть веселый, хохотливый, задорный, совершенно безразличный к бизнесу человек. Но вот где-то так нужно выбирать. Вообще вот таких харизматичных женщин-вамп, создающих какой-то красивый образ, там леди из дворца, вот таких людей не берите на работу, они не нужны. Почему? Они обычно очень сильно энергии много отдают для того, чтобы создавать свой трансперсональный образ. А он очень мешает продавать, понимаете? Обычно берите таких, которые там... Вот она сидит, кто-то там подходит, холостые лучше, потому что она каждого обсосет, знаете, после этого. То есть, кто бы ни проходил, она будет глазки строить, моргать, там, вот так вот разговаривать. Правда, тут нельзя перегнуть палку, потому что по моему опыту могу сказать, что когда очень сильно смеется, то может немножко еще употреблять, понимаете? Для тонуса, для тонуса. Ну, у меня была женщина, я четко понимал, что она выпивает, знаете, это не мешало ей очень хорошо продавать. После этого, это как у Никулина, подходи, не подходи, не скупись, покупай живопись. После этого такой... И вот она до вечера уже просто улыбалась. Тепленькая. Тем не менее, это человек, который очень хорошо продавал. В офисе у меня была надпись такая. В офисе была надпись: стояла женщина за прилавком. Вот такая. Был советский агитплакат, и там стояла женщина, и у нее были перед ней весы. И там что-то нарисовано в свертке, не особо видно. И рядом стояли гирьки, и там вес был указан. Под ним было написано, там, контрольный, всегда узнай, есть ли контрольный вес. Ну, это с рынка какой-то плакатик такой был, причем с центрального Харьковского. И мне когда-то этот плакат понравился, я попросил его в полиграфии, сделали большим плакатом. Я попросил, чтобы его напечатали, а внизу написали: продавец, помни продавать, вернее, слово продавец от слова продавать. И когда ко мне устраивались продавцы на работу, то перед тем, как ко мне зайти или разговаривая со мной, я обычно выводил и говорил, что написано на этом плакате. И обычно смеялись, знаете, и говорили: здесь написано продавец, это слово от слова продавать. Я говорю: от какого слова продавец? От слова продавать. Вы кем будете работать? Продавцом. Идите продавать. Понятно? Также, когда я приезжал в свои магазины, я обычно подходил к девочкам, которые торговали, и говорил: от какого слова слово продавец? И вот в случае, если человек не мог сразу же ответить, то я старался к этому человеку присмотреться. То есть, если человек не мог понять, зачем он, то тогда он оттуда выезжал. Почему? Мне было невыгодно брать тех людей,
которые будут не продавать, а ждать заработной платы. Объясню почему. Так как мне приходилось арендовать помещение, ставить туда товар, товар имел свой срок годности, и в случае, если я брал недостаточно хорошо работающего продавца, то такой продавец каждый, это была моя такая существенно потерянная копейка. Поэтому я к этому относился так, немножко скрупулезно и пытался не перекладывать на плечи других людей. Также эффективность предприятия очень часто зависит именно от того, какой персонал подберет директор или владелец этого бизнеса. Я очень часто говорю такие слова. Если вы владелец бизнеса, то HR или набор людей старайтесь проводить самостоятельно, потому что это является практически ключевым моментом для общего бизнеса. Если у вас не крупный бизнес, потому что если он у вас очень крупный, вы, возможно, не сможете этим сами заниматься. Да? Вот так. Тем не менее, я хотел бы об этом еще рассказать. Когда 3 человека собрались, подписали документ, бюджет, и после этого они собираются друг с другом расстаться, то они должны собраться и после этого переписать все имущество и весь товар, который у них был предварительно закуплен. После этого деньги делили, деньги не делили, это не имеет значения. После этого все переписывается, и здесь разговора, который звучал бы так: я дал деньги и хочу вернуть деньги, не должно существовать. Потому что ты дал деньги, которые были потрачены на бизнес в виде бюджета этого бизнеса. То есть деньги были потрачены в виде бюджета этого бизнеса. А теперь, когда они потрачены, ты не можешь забрать деньги. Потому что если бы ты хотел забрать деньги, то нужно тогда продолжить работу, подождать, когда там что-то продастся, и уже эти деньги забрать с доходом. Правильно? Обычно так хотят, но так делать нельзя. Если вы партнер, то вы должны говорить следующие слова. Сейчас мы пересчитаем, сколько у нас имущества, сколько товара и так далее. Опишем это все. По этой описи сформируем общую сумму и поделим эту сумму на 2 части. Кто больше внес, тот будет выбирать первый. Кто меньше внес, будет второй выбирать. Кто еще меньше, будет забирать остатки. Конец. То есть компьютеры, там очень ликвидный товар заберет один человек, а там прилавки какие-нибудь, там булавки заберет другой человек. А лампу от магазина заберет уже тот, кто внес меньше. Еще проценты. Бойтесь платить проценты. Я говорю это серьезно. Не нужно платить проценты. Старайтесь платить больше заработную плату, чем процент. Вы со временем просто можете с этим столкнуться. Вы просто до конца не понимаете, как работают проценты. А проценты это очень сложный механизм вообще. И он очень сложный, потому что с процентами можно так играться. Я вам даже не могу это передать. Просто такое большое количество схем можно делать при помощи процентов. То есть можно так отдавать. Отдай мне вот это плюс это, плюс это, плюс это, из этого вот такой процент. А я тебе отдам от этого минус это, от этого минус это, от этого минус это, и от этой суммы такой процент. Поняли, да? Поэтому я отдам ему очень мало, а он отдаст мне очень много. Потому что процент из большого будет больше, чем процент из малого. То есть, сколько я тебе должен? Ты мне должен там $5000, ты должен мне отдать там 5 с этого процента. Хорошо, давай посчитаем это. Значит, ты мне дал 5000, ты мне дал так, ты мне дал 5000, давай отминусуем от этих денег. Ты мне, чтобы посчитать, сколько же ты мне на самом деле дал. Ты мне тогда дал минус 500 во вторник, минус от 5500, и отдал мне еще в понедельник от этого минус 1500, отдал мне еще там в прошлом году это еще минус 1500, получилось 1000, от этого 5%, на тебе $50, иди. Понимаете, то есть там с этими процентами не все так весело. Поэтому вы, когда считаете проценты, то считайте их, может быть, даже не оттуда, откуда нужно их считать. Потому что вы говорите, ты будешь с общей стоимости получать 5%. От общей стоимости чего? Всех продаж. Почему этот человек должен получать такие проценты? А здесь есть ли вообще закономерность такая? Аренда помещений, заработные платы и так далее. То есть от дохода твоего 5%, из которого нужно исключить там аренду помещений, там и то, и то, и то. А вы, получается, и часто люди, давая проценты своему персоналу, ошибаются. Вот в чем. Когда они начинают шуровать вот такие проценты, они в итоге отдают больше, чем они сами зарабатывают. И после этого сидят и делают так, вроде все правильно, отдала 5%, себе должно остаться 95%. Нет.
Вы отдаете из общего дохода, туда вы не посчитали там очень много всего. Вот если взять эти 5%, отложить их в сторону, и после этого посчитать из вот той суммы, которую вы получили, общей 100% суммы, оттуда вы отминусовать там заработные платы, аренду, охрану, покупку, долги, там аренду вашего помещения, проживания, вашу аренду вашей квартиры, там покупку там детям, образование и так далее, то получится у вас очень маленькая сумма. И вот эти 5%, которые вы отдадите продавцу, это будет сумма уже взятое с вашего дохода, и иногда люди, отдавая там 5%, 2%, отдают в итоге больше, чем они сами заработают с этого всего. И получается так, у некоторых людей происходят ошибки, у человека не очень рентабельный бизнес, но он вот так вот по неумению своему или отсутствию опыта говорит, ну будешь получать 3%. И человек говорит, хорошо, после этого устраивается на работу, и у него там ежемесячная заработная плата $1500. А человек потом думает, надо же, у меня 3 продавца работают, я еле $1000 собираю, а продавцы зато у меня работают на $5000. Вот у меня такой мужчина был на прошлом морском курсе, говорит, у меня очень крупная компания, я в этой очень крупной компании занимаюсь там химией и так далее, мы очень много продаем. У меня очень большие проценты получают продавцы этого всего, то есть у них такие заработные платы $15 тысяч, $20 тысяч, $5 тысяч. И говорит, там для нашего города, они в Днепропетровской области, в маленьком городе живут, это сумасшедшие деньги. А я потом, ну у него, естественно, ничего не спрашивал. Я подхожу к его жене и говорю, Лена, скажите мне, какой у вас доход в семье сейчас? А я знаю его компанию. Она говорит, ну у нас, если выщелкивает там $8 тысяч на двоих, то это очень хорошо. После этого вот так на улице с ним идем, и я говорю ему, смотрите, вы платите людям $30 тысяч, а сами получаете $8 тысяч, при этом у вас рисков больше. А как так получается? И он такой говорит, он умеет читать как раз, знаете, его это так озадачило, вот мы с ним шли, он молчал. Он говорит, ну это же двигатели мои, типа я двигателям должен платить, я так благодарен. Я говорю, о чем вы говорите вообще? Зачем бизнес? Вы отдали $30 тысяч, сами заработали 8, при этом еще и рискуете там всем, чем можно там. Я говорю, а что это у вас за бизнес такой обалденный? Вы платите, возьмите меня, я буду за 3 работать, платите мне $30 тысяч. Но раз вы такой лох, ну что ж с вас взять, понимаете? Ну, конечно, нельзя человека оскорблять, понимаете? После этого он задумался и говорит, а что же мне теперь делать? Я ему говорю, уберите этих людей. Уберите этих людей. Он говорит, ну они же двигатели, у них все базы. А это говорит о том, что вы этим людям еще и бизнес свой подарили. Конечно, вы сейчас им бизнес подарили и теперь их спонсируете, чтобы они в дальнейшем вам сделали такой же собственный бизнес, но уже без вас. Почему? Ну так это очень разумно, понимаете? Если бы я был на их месте, я бы точно так же сделал. Почему? Вы еще не поняли, бизнес это такая некая, ну, наверное, может быть, безнравственная война, знаете, которая очень часто происходит между людьми. Да, мы хорошие люди, да, все очень хорошо, но ведение бизнеса имеет свои правила, которые никто не может отрицать. Естественно, какие он сделал ошибки? Помните, я говорил, самая важная ошибка для бизнесмена – это не доверять. Не доверять. Что он сделал? Он доверил этим людям, отдал этим людям свою базу. После этого эти люди по этой базе начинают работать с компаниями, отдал наработанные свои компании. Эти люди заключили с ним контракты, тоже там, я не знаю, там особенности этих контрактов. При этом эти люди продают, он говорит, ну они работают у меня уже по 10 лет. Я говорю, вы когда начинали бизнес, то вы его начинали с какой суммы денег? Он говорит, ну начинал с суммы денег там $200 тысяч. Ну а сейчас у вас какая сумма уже бизнеса? Ну у меня очень много товара, там на $1 миллион США. Я говорю, ну вот давайте посчитаем. Вы начинали бизнес с $200 тысяч и не знали, какой у вас должен быть товар, который продается. У вас есть топы продаж, которые продают больше и продают какой-то особенный препарат. И он говорит, да, у меня есть 2 человека, которые продают очень много вот именно вот этого препарата. Ну так знаете, сколько эти люди у вас работают? Ну уже там 3 или 4 года. Ну еще год, и они отсоединятся и будут сами продавать такой товар. Он говорит, ну они не знают, где покупать. Я говорю, а где вы покупаете? В Китае.
Вы что думаете, они не знают, где покупать? Это что за детский сад? Но я им очень доверяю, это мои родственники. Тогда ты сказал, что у тебя разрыв будет еще и с трагедией. И после этого смотрю я на него и говорю, вы себя плохо сейчас чувствуете? Плохо. О, это вы все виноваты. Вы себя плохо чувствуете? Плохо. Вам плохо живется? Плохо живется. Там дом не можете поменять? Нет. А как же вот те люди, которым, ой, они так много себе понакупали. Вот я езжу на Порше, и у меня вот эти 5 сотрудников тоже на Поршах ездят. Вы представляете, налоговая приходит и говорит, а где ваши сотрудники? Вот Лена ее Порш, вот Петя его Порш. После этого что, Лену и Петю будут кровосисить? Нет, будут кровосисить этого человека. Скажут, ну если у него сотрудники на Поршах ездят, то надо что-то с ним делать вообще, раз он такой модный. Ну, а ты скрыл, а ты скрыл. Поэтому если ты ездишь на дорогой машине, это не показатель. Ладно, а твои сотрудники на дорогих, это тебе уже будет крышка. Скажут, на чем ездит у тебя, какая у тебя машина, там, Мерседес, а у твоих сотрудников, ну, у меня 5 сотрудников, у них Porsche Cayenne, ну, все, конец тебе. Потом не докажешь, что ты там не в конвертах отдаешь или еще как-то там, понятно, поэтому очень аккуратно с этим. Вообще, когда берете сотрудников на работу, обычно говорите им слова, к офису приходишь только пешком. А если придет проверка и будет спрашивать, на чем ездишь, говори, хожу пешком, понятно. А если узнают, что машина Мерседес, нужно говорить, невеста подарила. А? Как у чиновников, конечно, как у чиновников. Поэтому, если у вас во дворе вашего там бизнес-офисного там помещения или еще какого-то стоят машины ваших сотрудников, то смотрите, чтобы они не были дорогими. Потому что это очень-очень может печально сказаться вообще. Вообще, при приходе налоговой службы ты должен выглядеть как человек, цепляющийся за последнюю надежду. Почти что плачущий человек. То есть тебя спрашивают, ну как дела? Ох. После этого говорят, тьфу на тебя, вы говорите, не плюйтесь, вот пепельница, вот сюда, пожалуйста, знаете. Понятно? А это вот здесь в левом кармане, пожалуйста, а это вот здесь в правом кармане. У меня была такая ситуация. Я понял, что если меня начнут проверять, то меня будет очень плохо. После этого узнал у юриста, а что будет, если вдруг нечаянно исчезнут документы. Он говорит, если исчезнут документы, штраф придется заплатить. Я говорю, супер. После этого попросил свою охрану, чтобы она вынесла все документы компании, засыпал их в бочку металлическую, облил бензином и спалил. Бухгалтер плакал, представляете? Она говорит, нам конец, Андрей Андреевич. После этого никакой не конец. Нанял аудитор приходит, что будем проверять. Я говорю, все сгорело. Вот фотография. Она говорит, так не должно быть. Это же не должно. Все равно что-то должно сохраниться. В любых случаях могло. Но если я сам это полил в бочке, то ничего не сохранится. Можно это так страшно было, я вам даже передать не могу. Но эффективно. Первый символ, который мы представляем, это символ Израиль. Да, мы его представляем перед собой и начинаем читать код, который называется код преодоления бедности. То есть мы уже ничего из себя не достаем. Мы работаем только на прибавление. Сейчас будем работать только с энергией денег, прибавлять, а также мы будем увеличивать энергетический потенциал и так далее. Как он рисуется, я вам уже говорил. Да? Итак, мы его представляем перед собой на уровне груди, при этом произносим ичи на выдохе эюм. И вместе со мной. Давайте настройку сделаем. Да, и сделаем так. Ура! Еще раз. Ура! Еще раз. Ура! Еще раз. Ура! Еще раз. Ура! Представили вот такой символ Израиль, начинаем делать ичи и юм вместе со мной. Когда эюм, то в голове как будто ура!
хочу вам еще один совет дать. Оказывается, человек, который живет очень бедно, может очень быстро убрать у себя бедность, если он проведет обряд жертвования небольшое количество пищи, которое он получит Богу. Каким образом он может делать такой обряд? Для этого необходим огонь, и при этом человек, допустим, приготовил еду, представляете, эту еду он ставит в тарелки, и после этого, перед тем, как покормить тех людей, которые будут кушать, он берет часть этой еды, насыпает в тарелку, выходит на улицу и сжигает это в каком-нибудь костре или в каком-нибудь камине, в буржуйке там или еще где-то. Почему? Это особенность вот такого просада, потому что человеку Бог дает эту пищу, тогда он имеет право получать чуть-чуть из этой пищи. Понятно? Это звучит все, ничего не произносить. Ни спасибо, ни на, ничего. Просто выливаете эту пищу в костер и все. Вообще могу вам сказать, что это очень-очень хороший обряд. Я вам могу сказать, что об этом обряде знают многие люди, особенно армяне. У меня был мой друг, который очень любит жарить шашлыки. И вы представляете, сколько бы он ни сделал шашлыков, перед тем, как поставить на стол, он где-то процентов 10 из этого шашлыка просто высыпал в костер. И я потом говорю: Овик, зачем ты это делаешь? А чтобы вы понимали, человек очень состоявшийся. Он говорит: это для предков. Это для предков. Они тоже там голодные лежат, типа, пускай кушают. Я говорю: ну так немного ли предкам? Он говорит: слушай, не надо жадничать, я же свое мясо отдаю, слушай, все в порядке. И вы знаете, потом, вот сколько лет я этого человека знаю, он очень хорошо, вот у него очень хорошо получается и бизнес, и там полрынка купил он, и там у него очень все в жизни хорошо получается. Хотя он из очень неблагополучной семьи. Был я у московского одного мужчины, такого очень знаменитого. У него свой дом из сруба сделанный, такой, я не знаю, там 2 километра, наверное, общих площадей. И у него на каждом этаже стоят камины. Там камин такой просто железный с трубой, там камин еще какой-то и так далее. И вы знаете, что я заметил? Вот он вместе со мной сидит, да, наливает 1 стакан себе виски, рюмочку, да, в стаканчик наливает. 1 стакан себе, 1 стакан мне. После этого говорит, подходит вот к тому месту, где у него этот огонь. И вот что себе налил, выливал вот в эту воду. И говорит, поворачивается и говорит: так нравится, когда горит виски, хороший запах идет. Но знаете, я знал, что он делает это не для этого, потому что запаха не было никакого, знаете. И уж поверьте мне, виски, которые стоят там $200, не очень хочется выливать в камин, да. И он всегда, каждый раз выливал немножечко алкоголя, перед тем, как начинал пить, обязательно выливал и вино и так далее. Почему? Это возможность небольшого количества жертвы. Что человеку нужны, деньги или еда? Давайте я вам скажу, еда важнее, чем деньги. Поэтому если бы человека кормили каждый день, как здесь в столовой, там, и ассортимент бы менялся, и все бы удовлетворяло, то тогда деньги были бы не нужны. Согласитесь, да? Нужна была бы одежда. А если бы одежду давали просто так, они бы нужны были, понимаете, тогда вопрос денег, он был бы исключительно, ненужный, понимаете. Переехать куда-то, вот захотел, поехал. То есть это я писал коммунизм, да. То есть деньги отсутствуют, потому что все можно было бы брать запросто, там, питаться запросто и все остальное делать запросто без денег. Но в случае, если еда это так важно, то нужно делиться не деньгами, потому что некоторые считают, что там часть денег, которые заработал, можно кинуть в костер. Это неправильно, потому что вы бросите не часть денег, а часть потраченной своей жизни. Потому что вы потратили жизнь, вам за эту часть жизни заплатили деньгами. Вы же ходили на работу, значит, это стоимость вашей жизни. А вы потратили часть еды, а еда немножечко по-другому. То есть вот дай деньги и заставь человека съесть. Или купи на эти деньги еды и заставь человеку съесть. Скажите, если еда, то это вкуснее, чем просто деньги пожевать. Правильно? Поэтому вот такое извращенное восприятие нашей жизни, оно очень часто у нас смешивается, и мы делаем неправильно обряд. Поэтому считается, что если человек живет очень плохо и начнет часть своей пищи отдавать исключительно посвящая
духовной энергии, то есть нужно говорить так: я посвящаю своему материальному благополучию часть этой пищи, и эту пищу выбрасывать, то после этого сразу же идет выравнивание нашей судьбы. Дело в том, что вот такие жертвоприношения, о которых я вас обучаю, они совершаются всеми религиозными направлениями. Такие жертвоприношения, они являются, особо как элемент духовности. Почему? Каждый раз, когда люди постятся и они не доедают, то религиозные деятели представляют эту несъеденную пищу, и эту пищу при помощи определенного ритуала посвящают своим целям. Поняли? Своим целям. Поэтому обыкновенные люди постятся, а священники, плоды срывают не обыкновенные люди. Поэтому обыкновенному человеку или батюшке уже не нужно там особо поститься. Почему? За него уже попостились. А вот цель там построить новую церковь или купить себе новые там помещения, здания или там богатство будет осуществлена за счет этого. Поняли, да? Это все жертвоприношение. Жертвоприношение никто не отменял, но в жертвоприношении нету участия людей и так далее. Жертвоприношение это то, что является для тебя самым дорогим. Человеку очень сильно необходима пища и воздух, но воздух мы жертвоприносить не можем. А вот принести в жертвенность часть своей еды, то есть ты делишь, одна часть пищи принадлежит тому, кто тебе эту пищу дал или кто для тебя эту пищу создал. А вторая часть пищи это пища твоя и твоей семьи. Поэтому в знак благодарности часть пищи человек в случае болезни или в случае какого-то там нищеты или какой-то проблемы должен отдавать. Я вам скажу так: если у вас кто-то болеет, перед тем, как садитесь кушать, отдавайте часть пищи, которую вы съедите за столом, перед тем, как вы съедите, сжигая ее на костре. И тогда человек 100% выздоравливает, быстро причем. Я же говорю это, знаете, как эзотерический опыт. Знаете, если есть такая возможность, делайте. Нет такой возможности, не делайте. У меня есть знакомые цыгане, они живут в Днепродзержинске, и очень сильно заболел у них отец, Фаур. И вот очень сильно заболел, там просто лежит плашмя, не шевелится, и как там в песне поется, и танго танцевать не хочет, да, идти не идет, да, и самбу танцевать не идет. И вот у него тяжелое было состояние. И я каждый день видел, перед тем, как покормить гостей, его жена вставала, и вот так вот отсоединяла часть еды, выходила на улицу, ее отец делал костер, и она это вот по чуть-чуть вот так вот высыпала в этот костер. Поняли? Цыгане это знают, они делают откуп таким образом. То есть они часть пищи, которую съедят, отдают или бросают в этот огонь, после этого не садят, после этого неприятности заканчиваются и так далее. Понятно, да? Часть вина отдай, часть еды отдай, если у тебя все плохо. Если хорошо, ничего не надо. Просто это такой вот как небольшое эссе по поводу того, как можно изменить немножечко, улучшив свою судьбу. Это факт. Какие есть еще методы такие, которые связаны с сакральными или алтарными практиками? В случае, если вы не можете быстро стать богатым человеком, или если вам необходимо замужество, допустим, то сделайте для себя эзотерический алтарь. Этот эзотерический алтарь может быть элементом вашего богатства. То есть положите просто на тазик, который будет красивенький, обыкновенные листочки какие-нибудь от живых растений. И скажите, что это символистическая энергия моего богатства. И после этого или красивую там статуэтку поставьте, будь что она может обозначать, я не знаю. Можете поставить небольшой или положить небольшой слиточек золота, или можете положить небольшой слиточек золота 100 грамм, да? Или можете положить условно какой-нибудь элемент, который вас может радовать. Шарик какой-нибудь, я не знаю, там бусики какие-то. Или там, может быть, картинку сами нарисуйте. Главное, чтобы это вдохновляло. Кроме портретов близких, понятно, они там не должны быть. Почему? Портреты близких это то, что было сделано раньше. А если это было раньше, то тогда это уже не сейчас. А если раньше, то это умерло. Таким образом, в случае, если вы поклоняетесь портретам близких, которые живы, то вы привлекаете в их жизнь состояние болезни. Понятно? Не нужно радоваться живым людям, не рассматривайте фотографии, они не нужны.
Радуйтесь живым, радуйтесь тому, что дети растут, радуйтесь тому, что дети стали взрослые, радуйтесь тому, что вы там повзрослели. Вот чему нужно радоваться, а не фотографиям. О, как молоды мы были, как истину любили. А кто же, что сейчас так плохо, зачем тогда тосковать о прошлом, если такое прекрасное может быть настоящее, правильно? Лучше, чем вчера, 100%. Таким образом, в случае, если человек умудряется наставить вокруг фотографии, то эти фотографии могут очень покалечить судьбу человека. Поэтому лучше поклоняться живым, чем мертвым. На фотографии вы умерли, а в жизни вы всегда живете. Вы представляете? Тогда что лучше? Фотографии или настоящая жизнь? Лучше настоящая жизнь. Естественно, могу сказать, что фотографии на такой алтарь ставить нет никакой необходимости. Алтарь может быть просто поднос с рюмкой. Или поднос с рюмками какими-то. Вот у нас такой алтарь в семье есть. Это золотой поднос, на нем стоит золотой чайничек, и там стоит золотые 7 или 8 золотых рюмочек. Вот я это воспринимаю как свой персональный золотой, не фонд, а как свой персональный алтарь богатства своей семьи. Если его кто-то украдет, ничего страшного, я найду другой алтарь, которому можно будет поклоняться. Для меня, как это элемент охраны семьи и материального благополучия. Он лежит в самом непримечательном месте. Почему? Чтобы никто на это не обращал внимания. Но если я мимо него прохожу и даже на него смотрю, то я делаю так. То есть я испытываю состояние радости. А также, когда зажигаю палочку, то ставлю палочку рядом с этим алтарем. Вот мои близкие, которые живут со мной, они, вот вчера у нас разговор был со Светой, она говорит, ну вот, а если бы там не было там школы и всего остального, то как бы это было? Никак бы не было. Когда не было школы, я занимался своей магией, никто этого не замечал. И никто бы никогда не мог подумать, что я просто чем-то занимаюсь. Почему? Просто такой вот лысый, успешный мужчина и конец. Даже близкие, которые живут со мной, из-за того, что я умею это делать так практически естественным образом, часто не замечают даже самой магии, а она есть. Понимаете? То есть это... Зато чувствуете, да. Потому что эта магия, она происходит постоянно, это очень приятно, знаете. И ты понимаешь, как это работает, отдаешь для этого часть своей энергии, часть своей жизни. А так приятно, когда есть магия, знаете, это так красиво, приятно. Все занимает после этого позицию, как будто ты сам себе придумал какую-то картину жизни, знаете, и в ней ты вот большое существо волшебник, знаете, и все. И это приятно, потому что ты это все осознаешь. И вот у нас на свадьбе с Соней стояла эта ваза, мы в нее налили самбуку и на свадьбе ничего не пили. А пили из чайника самбуку только и все. Ну, когда самбуку закончили пить, я налил туда виски, пил дальше виски. Но пили зато из золотого чайничка, маленькими золотыми рюмочками. Оно не из золота, это серебро. Мы купили в Турции, оно там позолочено. Красивые такие красивые фужеры. И почему особенность такая есть? Кстати, я забыл сказать, если вы хотите, чтобы в вашей жизни обязательно было что-то очень интересным, и жизнь была такая, чтобы вас восхищала, то старайтесь окружать себя красивыми предметами. Это очень важно. Не просто красивыми, а так, чтобы они персонально вас радовали. Красивая скатерть, там, красивые вилки, обязательно там что-то красивое. Вот оно должно радовать. Не просто дорогое, а красивое. Это может быть недорогое, но очень-очень приятное. Вот мне очень нравится, когда дети в вязаной одежде ходят. Меня аж вдохновляет это. Мне очень нравится, когда моя жена носит длинные вот эти платья такие. Знаете, мне это тоже как-то вдохновляет. Мне нравятся льняные скатерти, когда мы с них кушаем дома. Нравятся вышитые салфетки, если есть, тоже очень нравится. Нравится, когда на столе, даже можно не пить, но обязательно, чтобы стояла водки, хотел сказать, бутылка вина французского, и там стоял бокал, и там хоть чуть-чуть было налито. Знаете, его можно не выпить, его можно потом закрыть и убрать, но пусть стоит. Нужно жить так, что нужно обычно жаловаться своим близким и жаловаться так. Как твоя жизнь? Нужно говорить, я живу очень плохо.
Пью только старое вино, заедаю только старым сыром и езжу только на машине без крыши. Поэтому моя жизнь, видишь, какое-то одно старье, да? Одно старье. Да, да. Обязательно в своей жизни старайтесь не обложить себя, а привлечь в свою жизнь или сделать так, чтобы у вас было много таких мелочей, которые бы радовали вас. Вот для женщин важно, чтобы у нее были украшения, не надо золотые, пусть это бижутерия, но чтобы она радовала. Там перышко, там что-то торчит, там, знаете, какой-то цветочек. Ну, чтобы это создавало, эмоцию какую-то, чтобы это было празднично, весело. Это создает потом очень хороший образ, эстетичный и привлекает очень хорошую энергию. Много радости, чем больше радости, тем больше радоваться будешь. Конечно, когда домой зашел, там пыль лень убирать, знаете, там тряпка на батарее сушится, которой посуду моют, да, с вонью такой нереально. Там на зеркале прыщи выдавливало, там вытереться было не что, об зеркало вытерла. Или там собрание козявок, как, знаете, под стулом, которые потом могут быть единственным наследством детям, знаете. Полная коллекция козявок, собранная за 7 лет жизни. Продаю. Естественно, если этот эстетизм присутствует, это хорошо. Закончим все-таки тему про алтарь. Поставьте такой алтарь, пусть он где-то стоит на окошке, пусть это стоит где-то там, может быть, в спальне. На этот алтарь вы можете, если вы не замужем, посадить Кена и Барби. Сказать: Барби это я, а Кена мы ожидаем. И после этого каждое утро встали, ручки сложили, вот так вот поклонились перед этим Барби и Кеном. Почему? Это алтарь в дальнейшем вашей совместной жизни. Нет, с алтаря семейные фотографии убираются. Вы же, получается, все, что алтарь делает, отправляете туда, в прошлое, оно в будущем не будет создаваться. Алтарь, он предназначен для работы с будущим. Он работает через призму скоро. То есть вы создаете надежду, что скоро будет хорошо. Почему? Невозможно влиять на вчерашний день. Вернее, возможно, но это ничего не даст. Можно влиять на сегодняшний день и иметь надежду, что завтра будет хорошо. Повлиять на завтра невозможно и возможно только через надежду, никакими действиями. В бубен стучите, кричите, все что угодно делайте до момента, пока не скажете: скоро у меня это будет. Вот скоро будет, это надежда и вера, что это скоро произойдет. Чем крепче вера, чем больше эмоций в состоянии вашей веры, тем быстрее это скоро случится. Понимаете? Вот почему? Потому что доказать вчерашнее можно, доказать сегодняшнее можно, доказать завтрашнее невозможно. Если доказать невозможно, то его не существует. А если его не существует, то значит оно еще не создано. Потому что когда оно создастся, мы его потрогаем, и оно будет существовать. Поэтому на то, что еще не создано, можно влиять своими мыслями, надеждой и верой. Таким образом, у тебя есть надежда, что будет хорошо, и у тебя есть вера, что скоро будет именно так. И тогда это именно так и создается. Ой, я не знаю, чем мне заплатить за квартиру. Что нужно сделать? Скоро у меня будет столько денег, что я заплачу за квартиру. Конец, тогда это скоро произойдет. А на вопрос как, здесь очень мешает запятая. Как же я отдам? Что нужно сказать? Неважно. Почему? Так, есть же Бог, пусть Он вообще решает эти вопросы. Вы при чем? Живите обыкновенной жизнью. Живите жизнью, живите по средствам, верьте, что скоро будете миллионерами и скоро будете, обещаю. Почему миллионерами? Миллион это мало. А почему нужно стать миллионерами? Чтобы перейти уже наконец-то к зарабатыванию миллиарда, понимаете? А что миллион там? Такое, 10 машин купил по 100 тысяч и конец. А так будет у тебя миллиард, можно купить 100 машин по 100 тысяч. Кстати, одна из особенностей нашей жизни заключается вот в чем. Удовлетворение есть элементом смерти. Понятно? Удовлетворение есть элементом смерти. Живите так, чтобы никогда не быть удовлетворенным, особенно в своем бизнесе. Почему? Всегда хотите немножко больше.
Не надо хотеть и говорить, меня полностью устраивает мой бизнес, он меня кормит и все. Не делайте так. Бизнес это игра, в ней нужно хотеть всегда чуть-чуть больше еще. Даже если то, что вы имеете, уже вас удовлетворяет. Почему? Как только будете удовлетворены, бизнес закончится. Почему? Не хватает потенциала. А потенциал в том, что вы хотите еще. Вы не задумывались, почему у таких богатых людей много денег, и они все время стараются зарабатывать еще больше? Потому что они нашли в себе силы желать еще чуть-чуть больше. Обыкновенный человек получил пенсию, он ничего не желает. Он находит возможности объяснить себе то, что у него нету чего-то, и в этом начинает зашиваться. Человек всегда должен хотеть чего-то больше, всегда. Только в отношении денег. Поняли? В отношении денег. Хотеть чего-то больше в отношении выбора супруга или супруги не стоит. Потому что это люди, мы все одинаковые. Если с человека снять кожу, извините за эти страсти, то мы будем все одинаковые внешне, совершенно. Мышцы, внутренности и так далее. А кожа, и на ней уже там какая-то мимика, особенность строения лица и так далее, она целиком устроена так, что это ментальные сети, которые повлияли на вас, и вам хочется верить в то, что это ваши идеи вот такого вот восприятия мира. То есть женщины, их подготавливали, одних женщин подготавливали к тому, что мужчины крупные и красивые. Других подготавливали, что мужчины умные и красивые. Третьи, что мужчины там достойные, там еще какие-то красивые. И после этого у каждой женщины свое вот такое вот мировоззрение какое-то, знаете, и оно мешает выбирать. Почему? Потому что если бы гипотетически убрать возможности, там вот только такое нравится, то тогда возможностей было бы больше. То в случае, если женщина не отказывает и восхищается, но не отказывает, это я не говорю о том, что она ложится в постель, она не отказывает пообщаться и не отказывает поговорить с кем-то, то она становится и богатой, и очень востребованной. Почему? Вот к вам, если кто-то подходит и говорит, можно с вами познакомиться? Говорите, да, можно. А тогда давайте встретимся. Говорите, да, я с удовольствием бы это сделал, но, к сожалению, не могу. Хотите встретиться? Можете вот сюда приехать, мы здесь где-то в ресторане встретимся. А куда-то выезжать встречаться не будем. Почему? Ну, знаете, всякие особенности могут происходить. А так, хочешь встретиться? Хочешь, приезжай, встретимся. Я тебя с мамой познакомлю, с папой, там, с кем. У меня дочь будет встречаться, никогда дочь не будет встречаться в ресторане, она будет встречаться так. То есть она звонит и говорит, я хочу с мальчиком встретиться. Я говорю, хорошо, если вы сходили в кино, приходите к нам домой. После этого он придет, конечно же. Я вот так вот сяду, с ним поговорю, знаете. И после этого скажу, ну все, молодец, иди домой, конец. Зачем я это все говорю? Для женщины очень важно не отказывать мужчине. Я когда-то был в Индии и был там с одной женщиной. Когда мы были в Индии, этой женщине йог сказал, он говорит, почему у тебя, он говорит, почему, она говорит, почему у меня не получается зарабатывать много денег. Он ей говорит, вспомни всех мужчин в своей жизни и начни к ним относиться, как будто они самые лучшие божества твоей жизни. Она говорит, да, сейчас. И после этого прошло какое-то время, она мне говорит, ты представляешь, я начала говорить, что и там, я люблю своего мужа, я обожаю своего отца, я всем все забыла. И говорит, поперли деньги, поперли по полной программе. Почему? Особенность привлечения энергии денег для женщины, это желание видеть во всех мужчинах хороших людей. Представляете? Концепции, хороших, это значит не видеть там одни бараны, алкоголики, придурки, тунеядцы, желающие только секса, там еще что-то, только одним там мазанные и так далее. То есть, если женщина видит в мужчинах прекрасно и говорит, что там мой сын там молодец, самый лучший, я обожаю своего отца и так далее, то это очень сильно влияет на судьбу, и она никогда не будет нуждаться в деньгах. Иногда женщины совершают очень глупую ошибку. Они формируют мировоззрение, при котором мужчина это второй сорт. И после этого это мировоззрение может очень сильно навредить в материальном мире. А что важно для мужчин? А для мужчин это не важно. То есть они могут считать, что женщины и плохие, и хорошие. Для мужчины совершенно другие идеи.
С мужчиной работает концепция, которая называется решительность. Чем решительнее мужчина, тем больше в жизни он будет иметь материального благополучия. А решительность – это то, что убирает страх. Смотрите, решительность и действие – это то, что делает из мужчины мужчину. Решительность и действие. Если мужчина принимает решительность, если мужчина делает действие, тогда страх ему недоступен. Потому что боишься – делай. Боишься – будь решительным. Вообще могу сказать, если что-то боишься, обязательно это сделай. Таким образом ты переступаешь элементы кармы и в дальнейшем будешь собой гордиться. Там кто-то ко мне подходил, я артисткой не могу стать, я всего боюсь. Конечно, проживая жизнь кармическую своих родителей, которые всего боялись. И после этого духовный рост хочешь, он вот так и звучит. Боишься – делай. Причем сделай это 1000 раз, чтобы полностью это отработать. Знаете, как мне, ребенку 7-му из своей семьи, было раньше страшно выступать перед публикой. Конечно, страшно, это естественный процесс, но знаете, за много лет, я уже выступаю так, там, не один десяток лет, могу сказать, что настолько атрофировалось вот это страшно или не страшно, я уже не помню, как это я боялся и как это вообще было, привычка уже. То есть для меня это обыкновенная работа, я выхожу перед людьми, отрабатываю свои деньги, уезжаю там и так далее, веду обычный образ жизни. И вот этого состояния, когда ты выходишь перед публикой и тебе страшно, его совершенно нет. А очень хочется, чтобы еще было. Почему? Потому что оно интересное, знаете, там, оно интересное, тебя подташнивает, там где-то там руки потеют, да, интересное. То есть я о нем вспоминаю и вспоминаю так, что неплохо было бы, чтобы хоть когда-нибудь оно появилось, понимаете. Поэтому сейчас я это воспринимаю с улыбкой, когда я вижу, как кто-то начинает перед публикой выступать и потеет, бледнеет, ему страшно и так далее. Это только дело времени, вы тоже к этому придете, если начнете часто выступать, потом будете скучать за тем моментом, когда вам было страшно. А вообще страхи убираются путем или действием, как это в гимнастике или восточных единоборствах. Стойка, после этого действия, и все, и не страшно, конец, понимаете. Обычно, если вы занимаетесь гимнастикой или восточными единоборствами, вас обучают стойке и после этого действию какому-нибудь. Поэтому, если вам свойственна боязнь, то научите себя стоять в стойке, стали левую ногу вперед, правую назад, поставили как-нибудь руку, сосредоточились, и после этого сделать так. И после этого все, я в бой. Я обычно себе говорю, ты мужик, и все. Обычно это когда-то начал закаливаться, самые страшные времена моей жизни были. И когда летом закаливание происходило, было все хорошо. Но пришла зима. И я закаливался вечером, знаете, закалялся. Самые страшные времена жизни. И я включал душ, такой душ, кабинка, знаете, пластмассовая. И там есть вот так вот, а есть когда прямо сверху льется. Это самое страшное. И оно под таким напором, холодная вода. И ты пришел с мороза, тебе холодно, плохо, знаете. И после этого я заходил и себя настраивал час. Я стоял, ты мужик. И там что-то в середине говорило, нет, не надо. Ты мужик, соберись, ты мужик. Потом заходил и делал так. И потом... Вы знаете... Где-то 30 дней я это делал, 60 дней в общей сложности делал, а потом перестал делать. А потом столкнулся с тем, что хочется. Проходит какое-то время и хочется вот под холодный душ куда-то в прорубь зарывнуться, знаете, и так далее. Ничего с этим сделать не можешь, все равно хочется. И вот это целиком связано с нашими вот этими внутренними настройками. Хочется — сделай, страшно — сделай 2 раза, очень страшно — сделай 100 раз, пока не отпустит. Вообще, если вам страшно, то это прямо говорит о том, что вам надо делать. Не избегайте того, что страшно, делайте это обязательно. Тогда это будет элементом. Страх — это то, что связывает кармически ваш и судьбу ваших родителей. Чтобы вы не прожили судьбу ваших родителей, преодолевайте свои страхи. Тогда в жизни все хорошее. Старайтесь каждое утро, когда вы просыпаетесь и ставите вот так вот ножки, сложить ручки вот так и сказать: сегодняшний день я посвящаю, и дальше скажите чему. Почему? Если вы будете каждый день посвящать чему-либо, тогда вы этого 100% добьетесь. Что это может быть? Посвящаю сегодняшний день скорому
появлению в моей жизни моего персонального $1 миллиона США, допустим. Или посвящаю этот день скорому появлению мира в моей семье, или посвящаю этот день своей семье, или посвящаю этот день материальному процветанию своей семьи. То есть вы начинаете посвящать чему-то свой день. Почему? Вы представляете, наша жизнь это лодка, которая плывет в океане. Вы представляете, есть хороший корабль, это вы. Есть хорошая судьба, это вы за рулем. Есть даже карта, где написано большое количество городов. Но нет понимания, что нужно куда-то приплыть. А если вы никуда не плывете, вот смотрите, корабль хороший, море хорошее, спокойное, полные трюмы бензина, я не знаю, топлива какого-то. Капитан умный, хороший, но лодка никуда не плывет. Если она никуда не плывет, то может ли она гипотетически куда-то приплыть? Наверное, не может приплыть. Тогда вам необходима метазадача. Вот эта метазадача и метацель – это то, что нужно делать ежеутренне, то есть каждое утро. Или делать это, всю эзотерику можно закончить, если ты знаешь, что нужно ставить метацель. Утром проснулись и говорите, я посвящаю сегодняшние занятия свои, или я посвящаю сегодняшний день, и говорите, чему вы посвящаетесь. Материальному благополучию своей семьи, или говорите тому, чтобы у меня много всего выросло на огороде, или там здоровью своему здоровью, или еще чему-то. Тогда вот этот день он будет все создавать для того, чтобы это в вашей жизни появилось. Поняли? Только для себя или для своей семьи. Но нельзя делать это для народа Казахстана, нельзя это делать там для мира во всем мире, нельзя посвящать свою жизнь для того, чтобы возникали или не возникали очаги напряженности в мире и так далее. Поняли? То есть это ваши трансперсональные, индивидуальные задачи. Вот им нужно посвящать свою жизнь. Потому что если вы не посвящаете свою жизнь своей персональной задаче, то найдется какой-нибудь человек, который при помощи манипуляции, которая будет проведена на ваши чувства, заставит, чтобы вы посвятили свою жизнь не этому. А вот как это происходит. Вас заставляют смотреть, допустим, какое-нибудь видео в Ютубе, и там написано видео там об этом. Но когда человек его выкладывал, он его чему-либо посвятил. Тогда вы тратите, и на это тратится часть вашей жизни. Смотрите, так бы вы прожили, что-то бы сделали, а так просмотрели это видео, и ваша жизнь потеряна ради чего или для чего. Бог создал человека для того, чтобы он исполнял свои цели. Поэтому, когда вы смотрите какое-то видео, то вы исполняете цели того, кто дал этому видео какое-то значение. Смотрите, там убивают людей, идет война. Вы смотрите это видео, значит вы посвятили свою жизнь войне. Да? Таким образом вы становитесь соучастниками войны. Представляете? А почему военные действия начинаются? Смотрят в интернете и смотрят. Если много кликов военных действий, значит это хороший имеет релевантность. Значит нужно создавать новые условия для того, чтобы война была. Как прекратить войну? Стать безразличными. Когда никто на это не обращает внимания, когда у всех безразличие, война заканчивается. Вы можете мне не поверить, сейчас это выглядит именно так. Когда людям надоело, а им там надоело через 5-6 месяцев, они перестали там листать, перестали смотреть о войне, и после этого их война закончилась. Потом начали снова, почему? Грязи не хватает, да, в жизни, снова, что ж там делается? Новая грязь начала появляться, начали смотреть, что люди снова обращают на это внимание, ну давайте снова будем бомбить. Тогда кто заставил, чтобы эта война была? Мы пассивные смотрители этого всего. Понятно? Поэтому посвящайте утренние занятия или посвящайте свою жизнь чему-нибудь созидательному. Тогда, даже если будете смотреть какое-нибудь чужое видео, то это не повлияет на то, что вы эту энергию отдадите туда. Понятно? Потому что у вас утром была поставлена метазадача. И даже то, что вы просматриваете, будет заставлять что-то или эту энергию реализовать только ваши трансперсональные задачи. Понятно? Поэтому позаботьтесь над тем, чтобы у вас была своя метазадача. Я делаю так. Я утром только проснулся, говорю, посвящаю сегодняшний день своей семье. Что я имею в виду? Вообще ничего не имею. Почему? Потому что я посвящаю своей семье. А это еще что значит? Ну, это подразумевается, что этот день можно прожить для того, чтобы видеть их, заботиться о них. Делать из них ценность в своей жизни. Нету ничего дороже для человека, чем его семья. Почему? Сам человек как хворост, поломался и все.
А когда много в хворосте, в веничке всего, то его попробуй поломать. Поэтому крепость семьи зависит от количества людей в этой семье. Поэтому не бойтесь привлекать в семью много людей, не бойтесь рожать, растить и так далее. Чем больше, тем лучше. Есть определенное время. Это время, оно точно зафиксировано мной. Я могу прям ручаться на 100%, что если использовать знания о том времени, о котором я сейчас скажу, можно очень изменить свою судьбу. Это время, когда человек максимально накапливает материальное благополучие. Это время, которое, если проэмоционировать это время, будет обязательно очень хороший бизнес. Представляете? Это время правильного и хорошего эмоционирования и правильного, хорошего это время, когда нужно и чувствовать себя лучше, и когда нужно обязательно какие-нибудь хорошие теплые эмоции. Вы, наверное, знаете, что это за время, да? Это время с 6 часов до 11. То есть это время, которое нам обычно менее всего подходит, и нам бы в это время хотелось бы, там, я не знаю, там, ругаться, или, может быть, выяснять отношения, или, возможно, там, просто там, с кем-то разговаривать или что-то делать. Так вот, это самое лучшее время для того, чтобы испытывать состояние удовольствия. Оно прямо пропорционально тому, насколько у человека везет в его жизни или не везет. То есть 6 вечера, если вы с 6 до 11, у вас хорошие эмоции, хорошее самочувствие, внутреннее состояние ровное, то ваша жизнь счастливая будет и обязательно будет получаться и с деньгами, и с успехами. Это очень важное время. Но, конечно же, мы не дотягиваем до 11, да? У нас обычно до 10, а потом с 10 до 11 мы начинаем, вытаращив глаза, кричать, там, очень сильно драться, там, как положено. Почему? Ну, выдержать 4 часа еще возможно, но 5 часов это невыносимо, правильно? Поэтому обычно вы выдерживаете до 10, а потом начинаете накидываться на близких, их бить ногами за то, что они там чавкали за столом, там, за то, что кто-то вас подрезал на машине. Нет, такого нету? А, классно. Еще с 9 начинается. У вас с 9 уже начинается просто, да? Нет? Правильно, а что там терпеть? Надо сразу леча, там, если кто-то чавкает, там, чтобы под стол залетели, да? Естественно, это время самое ненужное для того, чтобы изучать с ребенком математику или учить химию, или стих какой-то, понимаете? Потому что это приведет всю семью к краху, понимаете? Поэтому нужно говорить, давай начнем с 11 или закончим до 6. Вечера. Это время материального благополучия. С 6 до 11 вечера. Мы обычно заканчиваем работу в 5 часов. И нужно с 5 часов и до 7 умудриться доехать домой. Хорошо, что я прям возле дома живу, мне может даже пешком там пройти. Но обычно, если человек едет долго по Киеву, то с 6 до 7 это обычно, или с 6 до 8 обычно доезжает домой, то это ах ты, и там, может, ах ты. И вот с этого начинаются крахи, вы представляете, вот это время, которое человек не знает, или о существовании котором не знает, и очень часто именно в это время совершает такие критические ошибки жизни. То есть все хорошо в жизни, хорошие отношения в семье, любимые дети, хорошая там работа, все в общем не предвещает ничего плохого, но передвижение на машине с 6 до 7, после этого с 7 до 8 общение с кем-нибудь возле подъезда, после этого с 8 до 9 или до 10 воспитание детей за столом и там обучение по школе, а потом с 9 до 11 или с 9 до 10 там просто объедание и плохое самочувствие впоследствии и приводит потом к краху. Поэтому контролируйте это время семьи, оно очень тотально контролирует просто доход человека. Если это время соблюдать как святой закон, вы представляете, если в это время прямо кушать приятно, там, выглядеть красиво для себя, я не знаю, там, не воспитывать детей, не кричать ни на кого, не сдерживаться, а как-то настроиться на такую хорошую волну, а это дается не сразу, это постепенно, но успешно можно это использовать, то в дальнейшем очень хорошие условия жизни появляются. Понятно? Поэтому у нас здесь время с 6 до 11, это тоже самое лучшее время для того, чтобы либо почитать мантры привлечения в жизнь материальное благополучие, либо это мантры привлечения в жизнь счастья. Даже мужа нужно привлекать с 6 до 11.
Поэтому на дискотеку ходить можно до 11, а потом там уже делать нечего. Потом там уже не мужа ищут и все. Молодцы. Теперь получить милосердие. Включено там все, да, Саша? Получить милосердие. Ям на вдохе, им на выдохе. Это все мы работаем с этой чакрой. А скажите, есть такое ощущение, как будто там стало тепло? Тепло, да? Молодцы. И теперь на вдохе ям, а на выдохе им произносим. Это открытие сердечной чакры. Что будет, если это попроизносить, то человек начинает жить такой жизнью, что каждый, кто хочет появиться в его жизни, хочет для него что-то физически сделать. Хорошее. Неплохое, хорошее. Человек дерется, он проявляет свою любовь. Как ни странно, да. Представляете, он физически хочет что-то сделать для этого человека. Просто не умеет, представляете. И это выглядит вот в такой извращенной форме. Итак, ям на вдохе, им на выдохе. Но лучше бы он этого не делал, да? Отдыхаем, чтобы нравиться очень людям, и чтобы люди хотели вам давать работу, давать деньги, много для вас чего-то делать, чтобы сотрудники не воровали. На вдохе а им, а на выдохе ям вместе со мной. Перехреститися треба чи що? Не надо ничего представлять. Отдыхаем. На вдохе ям, на выдохе ям, что обозначает я люблю себя и меня любят. Представляете, на вдохе ям и на выдохе ям. Меня любят, я люблю. А если человек произносит я на вдохе, я на выдохе, то меня хотят кормить и я хочу кормить. Поняли, да? Я хочу кормить, меня хотят кормить. Я на вдохе, я на выдохе. А если ям на вдохе, ям на выдохе, я хочу быть любимым, меня хотят любить. Поняли? Или я люблю себя, меня любят. Вот так, ям-ям. Хорошо? Оказывается, слог ям – это слог, который убирает у человека. Вот смотрите, если вы произносите на вдохе любой вдох делаете, допустим, я делаю так, и после этого говорю ям, то тогда я умилостливаю весь окружающий мир по отношению к себе, и этот мир начинает хорошо со мной, хорошо начинает ко мне относиться. Смотрите, а им, это значит то, что меня накормит. Поэтому, если я произношу а им про себя, это то, что меня накормит, и после этого ям, то тогда я говорю, меня накормит кто-то из внешнего мира, кто будет любить. Тогда условно можно это назвать как слог обретения хорошей работы. Да, поэтому если у вас нет работы, она вам нужна, вы будете на вдохе или говорите на вдохе а им, а на выдохе ям, тогда вы, скорее всего, найдете работу. Поняли? Это вот так устроены вот эти слога. То есть знание того, как это работает.
Может, ура сейчас не надо. Мы сейчас как раз с эмоциями, мы их накапливаем. Уже ура хватит. Мы уже завтра или сегодня вечером будем... У вас будет сегодня очень много эмоций. Вы даже не представляете. Мы сейчас поработаем с этой чакрой, и дальше начнет от радости плющить просто. Вы сейчас приедете, и мясо создаст у вас такое впечатление, как будто голова кружится. Вы эти такие... «О-о-о». Счастье и радость, знаете, будет бесконечно. Итак, на вдохе ям, на выдохе ям вместе со мной. Спасибо за коньяк. Алкоголь — это огонь сердца. Туда огонь подливаешь, и он там создает чувства. Поняли? Но тоже сволочь перегорает. Чуть лучше вам. Хорош. Ух ты ж, это у вас там прямо дракон висит, да? Да? Ничего. Я такого не видел еще. Очень красиво. Змей, да. Это змей-искуситель. Змей-искуситель. А символ знаете, что обозначает? Символ Ним или символ Нима. Это символ невероятного увеличения энергии внутренней. Вот если его на груди носить, будете очень эмоциональным человеком. А если его к колбу приклеить и с ним спать, то тогда очень увеличивается ресурс сознания. Прям умнее становишься на глаза. Символ Ним. Хороший? Нет, символ вот сверху, символ Нима. Да. А там потом символ Нима или символ Ним. Он очень интересный, правда, он действительно очень хорошо работает. Но данный символ, он интересен тем, что на обратной стороне можно запечатать свое пожелание. Тогда все ваши мысли будут направлены на то, чтобы пожелание это свершилось. Прямо написать фломастером или красной ручкой. Ну что, продолжаем. Итак, в моей жизни, если вам это интересно, была мечта. Я считал, что в случае, если будет у меня много денег, то я обязательно буду ходить в лаковых туфлях, буду сидеть с сигарой возле Эйфелевой башни, и на моих руках будет сидеть очень красивая женщина. И вот так я сделал предложение своей Соне. Вы представляете, приехал я туда, у меня уже была идея купить сигару. Естественно, я приехал во Францию в лаковых туфлях. И, естественно, одной из идей после предложения было пойти к Эйфелевой башне и закурить там сигару. Это, представляете? И вот я сделал ей в первый день предложение, потом закрыл ключик, бросил в реку Сену, да, и написал на этом замочке S плюс А, София плюс Андрей равняется Дуйко. Почему? Потому что это было моим предложением, чтобы она носила мою фамилию и стала частью моей жизни. И сказал ей: смотри, ключ улетел, вот можешь и ты туда полететь. Понятно? Она говорит: да, понятно, смотри мне. Она говорит: хорошо. И после этого мы на следующий день переехали к этой Эйфелевой башне. И вот я говорю: мне надо срочно купить сигару. Ходили, икра есть, все продается, сигар нет. Там намотали целую кучу кругов, захожу, и мне говорит этот кубинец в кубинском магазине или алжирском магазине: какая вам нужна сигара? Я ему говорю: она должна быть не менее вот такого размера. И чем толще, тем лучше.
Он говорит, ничего себе, вы разбираетесь в сигарах? Я говорю, да. Он говорит, ну $100 и ваша сигара у вас. Говорит, пошел там где-то искал, нашел мне такую сигару, там какую-то 18-летней выдержки. Ну, ты что-нибудь в этом понимаешь? Нет, ну слушай, я тебе сейчас расскажу, знаете. Вот так он мне рассказывал, говорю, мистер, это вообще не важно, вообще. Я их никогда не курил, вообще, эти сигары. После этого отрезал он мне, я говорю, я же ее откусывать не буду, поотрезайте. Он мне ее отрезал с одной и другой стороны. Пришли мы к Эйфелевой башне. После этого я посадил свою Соню себе на колено, вот так вот сел, чтобы видеть свои лаковые туфли. И закурил эту сигару, которая не влазила в рот, знаете. И в этот момент я понял, что такое абсолютное счастье в жизни. Знаете, у меня одновременно миллион каких-то наковален радости пульсировало в голове. Знаете, это как эмоциональный такой, ну, как самореализация достигнута, знаете. Это все связано было с вот этой тупой детской мечтой, представляете. И настолько было такое состояние какой-то прям безумной радости, счастья, полета, знаете, реализации, там еще что-то. Ну, естественно, я эту сигару потом целый день носил, с нами фотографировались французы, знаете, с русским идиотом, с сигарой и красивой женщиной. Серьезно, ну, потерял сигару, потому что уже и руки провонялись, и тело, там, думаю, все, уже фигня какая-то, и выкинул. Любите сигары? Я люблю. Я люблю это, как, знаете, самореализация, знаете. Ну, это только такие, которые ничем не пахнут. Очень вкусно. Вкусные, да. Но я не люблю пахучие, а такие, чтобы были. Чтобы воняли потом женским, знаете, такие. Такие, чтобы очень сильно воняли женским потом. А знаете, как сигары делают? Когда-то был на Кубе и видел. Сидит полная женщина, и там включен кондиционер. Не кондиционер, а включен обогреватель. Она сидит, серьезно, на улице плюс 40, но у нее вот так стоит наш обогреватель еще, такой ламповый. И она сидит, прям с нее пот не просто льется, она вся мокрая. И такая полная негритянка. И здесь листья у нее лежат, она ножом отрезает, на бедро потное ложит и скручивает их. Снова ложит и скручивает. Оказывается, самые дорогие сигары, это сигары, которые именно таким образом созданы, представляете, с ферментом пота. Поэтому, когда ты покупаешь такую сигару, если она пахнет женским потом, то чем сильнее пахнет, тем лучше. Тем кубинские. И ты ее, когда закуриваешь, то ощущение должно быть привкуса. Еще, смотрите, у вас, допустим, есть какое-нибудь очень плохое чувство такое, которое связано с тем, что на вас кто-то совершил влияние. И какое влияние произошло? У вас, получается, блокируется свое ям, которое в середине вас находится, чувственный ям ваш. И он блокируется за счет какого-то приворота. Как его отрезать? Есть слог, который называется меч. Это слог буквально звучит так. Помните, хекай мы говорили, да? И этих слогов два. Один слог это слог кай, а другой слог это слог хай. Смотрите, мужской и женский приворот, они отрезаются при помощи, если вы на вдохе произносите ям, а на выдохе произносите хай или кай. Поняли? И это отрезает от вашего сердца, отрезает то, что ворует у вас эмоциональность. Понятно? Смотрите, и женский, и мужской, он и хай, и кай. Дело в том, что раньше помнил, сейчас я не могу сказать, я не помню просто. Потому что я с этим не работаю специально. Какой-то из них мужской, а какой-то женский. Мы сейчас поделаем и с мужским, и с женским. Что это дает? Если вы произносите ям, это вы обретаете, желая что-то сделать для себя. А после этого, когда произносите кай или хай, то вы отрезаете, что вы должны прямо, кто-то является вампиром или кто-то энергетически на вас повлиял, и этот человек заставляет без конца что-то для него делать. Таким образом, вы обретаете свою любовь по отношению к себе и отрезаете возможность кого-то действовать. То есть мечом хай или мечом кай отрезаете вот это влияние. Можно условно сказать, что в случае, если человек произносит ям, а на выдохе хай или кай, он автоматически отрезает от себя нити вампиризма,
влияния, каких-то порчей, которые могут повлиять на, на ваш эмоциональный статус. Там женщины и так далее. Мужчины, кто-то повлиял, или вы ради кого-то живете, не можете никак отпустить. Такое бывает. Женщина живет и потом жалуется: я не могу никак, вот у меня эмоций нету, чувства не возникают. Потому что, я знаю почему, потому что кто-то вас вампирит. Мама престарелая может вампирить, дети могут вампирить. Потому что вы сосредоточены все эти чувства отдавать им. А вы? А где же вы в этом всем? Мой, не знаю, я рождена для того, чтобы быть рабом. Так вот, для того, чтобы все-таки быть собой, нужно попрактиковать вот этот слог, хорошо? Потому что мы с ним не работали, а сейчас мы с ним поработаем. Итак, ям на вдохе, хай на выдохе. Итак, для того, чтобы мир давал нам только хорошие события, нужно произносить на вдохе ям, а на выдохе ахаим вместе со мной. Дальше. Понимание своей жизни придет человеку, или понимание своих чувств, если человек... Вот смотрите, у вас есть такое ощущение, вы не можете понять, любите, не любите, нужно, не нужно, там, не можете разобраться в этих чувствах, их очень много. Для того, чтобы разобраться, существует специальный звук такой. Это звук ям на вдохе и чах на выдохе. Чах, чах, ям, чах, или ям, чах, чах. Вот так. Ям, ям. То есть вы произносите обретение любви к себе, и дальше чах-чах, это как бы разбираясь в тех чувствах, которые намешались. То есть разложить чувства по полкам. Если чах просто, то тогда несложные чувства. Если чах-чах, то много чувств. Но можно делать это и так. Если совсем вас чувства разорвали, знаете, то можно произносить чах-чах-чах очень долго после того, когда вы произнесете ям. Может это быть так. Чах-чах-чах-чах-чах. Чах-чах-чах-чах-чах. Понятно? Вот таким образом вы разберетесь и очень быстро определите, появятся свои персональные идеи такие, которые дадут объяснение, что же вы на самом деле чувствуете. Хорошо? Конечно. Как правило, это и есть большое количество чувств. Они управляют нашим сознанием и мешают ему. Но в этом случае, когда вы не можете принять решение, вам, скорее всего, нужно использовать слог ям-ум. Ям-ум. Поняли? Ям-ум. То есть ям на вдохе, ум на выдохе, тогда решение придет. А если здесь решения не будет никакого, это, знаете, он не любит, говорит, что не любит, а потом ночью приезжает и спит. Снова проходит время, не любит и говорит, не буду общаться, а потом ночью приезжает и спит. И появляется ощущение, что же он приезжает и спит, раз он вот так вот не любит. Да? И начинается тревожность вот этих чувств. Знаете, женщина от себя объясняет, да нет, он, наверное, любит, но он не может разобраться, ему нужно еще какое-то время, может быть еще что-то. Бывает такое, да? Но мужчина думает, что это там игра для него, а женщина думает, что это проявление любви. Потом она начинает в этих чувствах запутываться, сама себе настраивает иллюзии, не может разобраться. Так вот, чтобы можно было разобраться, и присутствует вот этот слог ям на вдохе, чах-чах-чах на выдохе. Сейчас мы с одним чах будем произносить вместе со мной. Чах, чах, Вся особенность эзотерики и занятий в эзотерике заключается еще и вот в чем. Оказывается, очень правильно образовывать перед началом занятий правильное намерение. Смотрите, некоторые из вас подошли ко мне и говорят, там, Андрей Андреевич, вот я там что-то не чувствую, или у меня какие-то проблемы и так далее. Это говорит о том, что у вас есть намерение, чтобы у вас это дальше было. Поняли? То, скорее всего, у вас есть намерение делать или видеть все для того, чтобы это у вас продолжалось. А переключить это намерение необходимо. Нужно сказать, все свои силы
всю свою энергию я буду тратить на, или скоро у меня это изменится, потому что я сейчас занимаюсь. То есть у вас должно быть еще и намерение, добровольный отказ от чего-то ненужного с намерением получить что-то для себя. Я, знаете, это очень, очень ярко замечаю во время того, когда группа начинает заниматься. Есть такой тип людей, у которых нет намерения вылечиться или нет намерения стать богатым. У этих людей есть другое намерение. Сделать так, чтобы мир продолжал их жалеть. Знаете, есть такой тип людей. То есть они ищут возможности рассказать о своих слабостях, рассказать или показать всем свои слабости с желанием и намерением сделать так, чтобы объяснить себе свои слабости самостоятельно, с намерением, чтобы самой себе себя жалко было, чтобы жалко было окружающим людям. Ну, намерение другое. Обязательно должно быть намерение у человека. Обретите намерение своего желания. Пусть ваше желание исполняется. Хватит жаловаться, все в ваших руках. Вот вместе со мной вы можете этого всего достичь. Как с той Мариной, которая когда-то приезжала и все время говорила: я больная, я очень больная, мне надо срочно помогать. Вот я с ней ковырялся. И другая была у меня женщина, Луиза, которая приехала с рентгеновским изображением, и там нет мышцы. Ей врачи, когда ей врачи меняли сустав тазобедренный, то там уже не было, там, отрезали ей часть сухожилия. Она говорит: я буду ходить. Я говорю: но это невозможно. Как же вы будете ходить, если у вас там части мышцы нет? Вам отрезали грушевидную мышцу по каким-то причинам. Ну, я понимаю почему. Не могли, видно, таз имел какую-то неправильную форму, и для того, чтобы, наверное, добраться каким-то образом, ей пришили отрезать. Но обратно уже никто не сшивал, там сшили сухожилия, сосуды, и после этого сделали инвалида. И вот она приехала на палочке, и она говорит: Андрей Андреевич, у меня намерение, я буду ходить хорошо. Я, конечно, улыбался, смотрел на нее, работал с ней, помогал ей немножечко, знаете, но в середине своей души я абсолютно в это не верил. У меня было намерение ей помочь, я не раздумывая ей помогал, но четкого намерения не было. То есть я не знал, помогу ей или нет, а если честно, даже не верил. К нашему удивлению не было предела. Когда она бросила палочку и по чуть-чуть начала ходить сначала на морском курсе, а потом на Новый год включила скайп, она живет за границей, да, и показала, как она ходит. Та-та-та, еще и вот так. Да. Да. И после этого пошла. Видите, у нее было четкое намерение. Если люди, у которых даже отрезана мышца, обучаются и ходят после этого, я могу вам сказать, что все остальное не имеет особой важности. Не страдайте и не ищите: ой, у меня еще этого нет. Ой, у меня еще этого нет. Вот оно и не появится, потому что это намерение сделать все для того, чтобы этого у вас не было. Имейте намерение для изменения своей судьбы. Намерение играет очень важную роль. Серьезно, имейте это намерение. Скажите: я управляю своей судьбой, я скоро хочу быть богатым человеком, я скоро буду счастливой женщиной или мужчиной, я скоро обрету материальное благополучие, у меня скоро будет любимая женщина или мужчина, скоро у меня будет свое имущество. Или там, если заболевание, скоро у меня это заболевание исчезнет, я скоро буду здоровым человеком. Пусть это намерение будет. Делайте все через призму намерений. Намерение равняется, вера плюс усилие плюс намерение равняется что захочешь. Понятно, что захочешь. Плюс усилия, естественно. Какие? А вы не понимаете, просто любые. Просто любая трата энергии с целью намерения. Вот вы знаете, вы можете сейчас просто танцевать. Но если вы посвятите этот танец материальному благополучию, то это у вас произойдет. Почему? Вы тратите хоть какую-то энергию. Эта энергия идет как элемент, реализующий намерение. Просто это такая особенность. Если ты сидишь, ничего не делаешь, просто думаешь, да, ой, что же делать? Включите музыку Boney M, начинайте танцевать, или там, какую вы любите, там, Металлику, я не знаю, там, что вы любите, там, Лайму Вайкули, Мерлина Мэнсона, там, я не знаю, что вы слушаете. И начинайте под эту музыку очень быстро танцевать, но скажите себе: сейчас натанцую себе деньжищ. Вы же тратите энергию. Смотрите, усилия, действия плюс намерение равняется достижение цели. Понятно, да? Какое? Любое намерение, любое действие. Гири поднимаете, чтобы мышцы накачать, а вы их поднимаете не для того, чтобы мышцы накачать, для того, чтобы денег было много.
Легли и начинаете качаться. И говорите, скоро будет денег много, скоро будет денег много. Вот это намерение, которое... Это же и есть часть эзотерики. Просто человек, который знает, что делает, он делает это, тратит свою энергию с целой, вернее, для улучшения своего, не безобразно и не бездумно там в каком-то направлении. Любую причем. Для ваших намерений любое действие может являться элементом достижения цели. Даже когда-то я читал книгу Уэйдера о Лу Ферриньо и о Шварценеггере. И там он говорил, что Шварценеггер отличается удивительными намерениями. То есть он ставит задачу, ставит цель, у него все намерения для того, чтобы взять очередной вес там, и так далее. И говорит, этим отличается Шварценеггер там, от кого-то. Поэтому, знаете, намерение играет очень важную роль. Мы об этом забываем, потому что нас никто этому не обучает. Но даже приготовление пищи может быть посвящено деньгам, представляете? Даже там поход в магазин или поход по торговому центру, даже несение сумок может быть посвящено намерению обретения материального благополучия. Вы же тратите какие-то силы. Вот как это можно делать? Идете домой, вы несете большую сумку и говорите, я трачу свою энергию с намерением, чтобы все в моей семье обожали друг друга. Понимаете? После этого сильно попотели, принесли и все друг друга обожают. А у нас как, блин, сейчас допру это все, как же я устала. Скоты, что, есть хотите? Могли бы помочь матери вашей мать. Или бабушке, да. А надо наоборот, бабушка поднимает, подружка. Эта подружка когда-то говорит мне, Андрей Андреевич, у меня есть человек, который постоянно является конкурентом для меня. Андрей Андреевич, вы бы могли так пошаманить, чтобы он сдох, собака? Я его так ненавижу, он уже задолбал. Пусть он сдохнет, собака, вообще. Или меня научите, я буду целую ночь работать и днем, и ночью. Я говорю, а сколько вы готовы за это заплатить? Она говорит, я готова за это заплатить 10 тысяч долларов. Если вы будете вот работать с ним, и он уйдет с рынка, пусть заболеет, пусть ему ноги выкрутит, ноги поломает, пусть он от сердечного приступа его разобьет, парализует, и пусть он дома лежит, чтобы не занимался бизнесом. Говорит, я за это заплатю 10 тысяч долларов. Я ей говорю, послушайте, а сколько вы сейчас вкладываете в свой личный бизнес денег? Она говорит, ну так он уже работает, что в него вкладывать? Я говорю, так возьмите и вложите в этот бизнес денег столько, чтобы быть вне конкуренции с этим человеком. Скажите, это разумно? У нее такой ступор был. Она говорит, так давайте мы ему ноги. Я говорю, давай еще раз. 10 тысяч долларов вложи в свой бизнес. Ну, мне некуда, у меня и так все работает. Ну купи новую машину, ты же на старых машинах ездишь, они все время ломаются, их надо все время ремонтировать. Купи новую машину. Нет. Почему? Ну ладно, хорошо, вы мне не скажете. Нет, конечно, не скажу, я людей не ломаю, я их созидаю. И после этого она говорит, эх, зря. Я говорю, очень зря вы так думаете, разрушающе. Потому что думать разрушающе плохо. Почему? Нужно думать созидающе, а не разрушающе, понимаете? Созидающе. Я считаю, что в случае, если у меня, вот как у меня вообще начиналось, появился один враг, который начал распространять курсы, появился другой враг, который начал распространять курсы, а я на этом зарабатываю деньги. И я подумал, надо же, я должен этих людей объединить. Почему? Потому что -1 плюс -1 равняется +1, да. Получается, если я их объединю между собой, тогда что я должен сделать? Сделать этих людей своими партнерами. Правильно, да? После этого я начал им говорить, если вы хотите, вы можете быть моими партнерами, а для удобства вот и программа. И после этого эти люди стали моими партнерами, представляете? Поэтому, когда кто-то там распространяет, я обычно пишу сразу же письмо. Не нужно вам воровать, вам же придется с этим жить. Зарабатывайте вместе со мной, раз вы хотите стать моим партнером. И вам будет приятнее, и мне будет легче в жизни, правильно? Поэтому зачем? Ты все равно заработаешь, ну, те же самые деньги. Так бы ты написал те же письма, и люди бы согласились купить эти курсы. А так один купит, скорее всего, и 1000 пошлют, понимаете? А те, которые пошлют, изменят карму. А там детки могут расти, еще что-то, правильно? Поэтому зачем нарушать закон кармы, если можно быть партнером? И некоторые из них переходят на светлую сторону и говорят потом, а как записаться в партнерскую программу? Вот тебе партнерская программа, не надо воровать, можно зарабатывать. Знаете, человеку иногда кажется, что своровать легче. Нет, нет.
Вор тоже работает. Не напрасно я придумал пословицу такую от Дуйка, которая звучит так. У вора всегда работа есть, знаете. Почему? Потому что он без работы не остается. Почему? Потому что вор без работы не будет. Особенность такая. Он работает на то, чтобы воровать. У него работа всегда есть, понимаете. Это у обыкновенных людей, которые живут обыкновенной жизнью, у них может работы не быть. А у вора всегда может быть работа. Поэтому ему тяжело живется, он вынужден все время работать. Тем и отличается вор от невора тем, что обыкновенный человек – это человек, который умудряется отдыхать. Вор никогда не отдыхает, он вынужден всегда работать. Ему хуже, чем обычному человеку. Это не важно. Деньги, полученные по глупости, спускаются по глупости, понимаете? Это такая особенность нашей жизни. Эти законы, их никто не отменял, они просто существуют. Дурные деньги дают только дуракам. Или безумные деньги дают только безумцам. Тогда, если хочешь, чтобы у тебя были безумные деньги, что нужно сделать? Стать безумцем, да. Если там дурные деньги, там выиграть в лотерею дурные деньги. Если ты их по-дурному можешь потратить, тогда ты, скорее всего, эти дурные деньги выиграешь. А если ты умный человек, то шансов никаких. Правильно? Здрасте. Здрасте. Я вижу, вам сегодня лучше уже, вы начали улыбаться, у вас хорошее настроение. Я бы хотел сегодня отдельно поговорить о простых методах исцеления себя, для того, чтобы вы могли пользоваться этим и пользоваться быстро. Хотите, я вас научу? Какие существуют быстрые методы, очень быстро привести себя в норму? Как добавить себе энергии, как лечить такие заболевания, которые врачи лечат долго, а вы можете в домашних условиях лечить за несколько часов, дней и так далее, помогая себе и близким. Итак, в случае, если у вас растяжение, в случае, если у вас есть какие-то проблемы, связанные с тем, что там порвалась ткань где-то, растяжение мышцы, не срастается перелом и так далее, то есть плотная ткань, смотрите, нужно использовать метод, который называется метод глины. При этом этот метод глины используется в двух частях. Первая работа с белой глиной и вторая работа с красной глиной. Как это все выполняется? Итак, первое. Если у вас не сращиваются мышцы, не сращиваются сосуды, есть варикозное расширение вен, также нога синеет, вам нужно использовать метод белой глины. Каким образом это делается? Мысленно представляете, будто в правой руке вы держите прямо кусок белой глины. Мысленно после этого, не мысленно, а прямо вот так, бросаете на тело человеку эту белую глину, закрывайте глаза и представляете, будто вы ее вдоль кости размазываете, намазывая прямо на кости, на стопу, или на колено, и на бедро, или на позвоночник, на что-либо еще. Представляете, делается это так, на вдохе и выдохе. Побросал и после этого размазал, поняли? Побросал, размазал. Эффект потрясающий. Я говорю вам это серьезно. Мысленно, сколько выполнять? 1, 2, 3 минут достаточно для того, чтобы на протяжении где-то 12-13 часов происходил эффект лечения. Себе можно, да. А если орган? Бывают органы поражаются, то есть фиброз органа, особенно для поджелудочной железы, потому что железы, как правило, они перестают работать на фоне разрушения своего. С железами, а также с плотными органами нужно не работать с белой глиной, а работать с красной. Представляете поджелудочную железу, после этого представляете, будто держите красную глину, точно так же бросаете и точно так же ее размазываете. Мысленно представляя поджелудочную железу в виде трубы, которая лежит перпендикулярно прямо под диафрагмой. Понятно? Не ошибетесь, все в порядке. Если вы где-то мысленно накидаете не в то место глину, то ничего страшного. Ничего такого страшного не произойдет к радости. Понятно? А если голова? Если голова, нет, здесь с головой чуть-чуть по-другому, я расскажу сейчас, как с головой. То есть это можно делать с плотными органами и с полыми органами. То есть там, где есть кость, кость восстанавливается белой глиной, кожа восстанавливается белой глиной, а внутренние органы и железы внутренней секреции восстанавливаются красной глиной. Поняли, да? Разница это щитовидка, красная глина. Да? Дальше, а что такое узлы? Оказывается, узлы правильно люди называют узлами, потому что это тромботизация, которая происходит за счет появления, я не знаю, гематом каких-то, а также каких-то воспалений нервной ткани. И это все формирует узел.
Но если это узел, то что нужно сделать? Узел сам развязать, правильно. Представляете, будто у вас на месте, где находится узел в груди, или на месте, где находится узел в шее, щитовидке, еще где-то там в яичнике, в матке. Представляете, ставите руки напротив этого места и представляете, будто вытягиваете из узла нитки. Представляете, будто узел это клубок. При этом клубок не простой, а завязанный, перепутанный немножко. И пробуйте вот так вот одну нитку, вторую нитку по чуть-чуть развязывать и вытягивать. Сколько это делается? 4-5 минут будет работать с вашим узлом на протяжении 6, 7 или 8 часов. Поэтому каждые 8 часов можно представлять, будто вы вновь развязываете такой узел. У вас есть заболевание почек, полечить вас несложно. Оденьте на левую и правую руку синие нитки. Синие нитки. Носите синие нитки на правом и левом запястье, очень быстро вылечите почки. Делать? Ну и что скажете? Сразу же исчезает отек, вы представляете, потрясающе. У вас болит любые, главное цвет, чтобы был синий. Есть у вас заболевание щитовидки, оденьте желтую нитку на шею, носите ее на шею. Если у вас есть заболевание мочевого пузыря и недержание мочи или циститы бесконечные, оденьте толстую желтую нитку на поясницу и носите ее на пояснице не менее 1,5-2 месяцев. А вот в случае, если у вас есть заболевание позвоночника, оденьте зеленую нитку, обмотайте ей поясницу и носите на себе тоже, завяжите на 38 узелков в конце и носите на себе на протяжении хотя бы 2-3 месяцев. Зеленая нитка, по-моему. Нет, желтую на один узел достаточно. Желтую на один узел. Желтую нитку лучше брать, шерстяную и толстую. Там особенность, чем толще, тем быстрее идут циститы и заболевания почек. Дальше, в случае, если у человека есть гипертоническое заболевание сердца, то нужно одеть на правое запястье, связать в узелок 3 ниточки красного цвета. Не в узелок, а между собой как косичку. И одеть на запястье с правой стороны. Поняли? На запястье. И тогда не будет подниматься давление. На запястье с правой стороны на правую руку нужно связать в виде косички 3 красных ниточки. И после этого вот так обмотать вокруг руки. Если давление очень высокое, 4 ниточки используют. Если давление среднее, 3 ниточки. Если такое себе, то 2 ниточки. Красных, да. Сплести в косичку. Ниточку однородную нельзя носить на руке. Можно носить только сплетенную из нескольких частей. Поняли? Нет. Если на поясницу 1, 2, 3 слоя там можете. Да. А синие можно одинаковые, да? Если на щитовидку желтый цвет, на шею, если у вас почки болят, на обе руки синие ниточки, если у вас позвоночник болит, зеленую ниточку на поясницу, да. Третье. А если болит у вас горло, что вам необходимо делать? Если у вас болит горло, мысленно представляйте, будто это горло у вас красное, огненное, как будто металл раскалили. И представляете, будто вы на раз, два, три делаете это горло, как будто сверху на нем кусочки льда. И после этого мысленно прямо вот так пальцем обстукиваете, пока лед не отпадет. Поняли? Прямо мысленно. Если так сделаете 4-5 минут, то после этого данный метод будет с вами работать 5-6 часов. То есть, если у вас горло болит, вот так вот поделайте, это очень хорошо помогает. Дальше. А если есть трофические язвы или если есть где-то изъязвления какие-то, нужно вдыхать воздух так через рот, чтобы во рту получилось ощущение, будто слюна сладкая. Как будто слюна сладкая. Но не глотать, а выплюнуть ее и вот это место смазать вот такой сладкой слюной. Поняли? Также геморрой, если он уже обострился и находится где-то в месте досягаемом, то можно точно так же делать вот так вот со слюной, после этого вот так выплевывать, брать и точно так же смазывать. Это действительно очень сильно, очень хорошо помогает. Нужно втянуть воздух так, чтобы язык был возле губ. И появилось ощущение, будто на вдохе у вас слюна становится как сладкой. Вот поделайте так, появляется такое ощущение. Нет, язык не доставать.
Язык там возле губ сзади находится. Вы втягиваете воздух медленно через губы, сложенной трубочкой. Вот так. А язык сзади шевелится вот таким образом, слева направо. И у вас появляется ощущение, будто во рту у вас сладкая слюна. Получается, да? Сладкая слюна, ее нужно выплюнуть и обработать раны или открытые язвочки. Сразу же помогает. Оно так потрясающе помогает, просто невероятно. Остановить кровь необходимо вот так. Берете букву ОК левой рукой, ставите два пальца с правой рукой вот так вот сверху. И после этого на место, где есть кровотечение какое, любое, порез там или еще что-то, несколько раз очень сильно дуете. Можно дуть и пальцы ставить вот так, видите, а можно и вот так. Правильнее вот так, видите, правильнее вот так. Да, кровотечение из носа остановит, кровотечение маточное остановит. Кровотечения маточные, знаете, вызванные там сбоем гормонов, их очень сложно остановить. Вот так остановить возможно. Каждые 4-5 часов дуете на протяжении там, дня там, 6-7 раз. Прям садитесь возле ног женщины, у которой маточные кровотечения. Просите, чтобы она чуть-чуть расставила ножки. Она должна сидеть в одежде. И после этого вот так, как я показываю, дуете туда. 5 раз. После этого через 1,5-2 часа делаете еще раз, через 1,5-2 часа еще раз. Обычно 2 дней хватает, чтобы маточные кровотечения завершить. А если нет месячных, то тогда можно пальцы заменить. Берете правую руку, сверху 2 пальца левой руки и точно так же дуете, они начнутся. Да. Не может женщина выносить ребенка, что делать? Берете розу, насыпаете сверху на розу в бутон. Берете розу. Итак, если есть женщина, и она не может выносить ребенка, нужно сорвать бутон розы или купить розу, отрезать верхушку. После этого эту верхушку туда насыпать зерна риса и зерна пшеницы. После этого связать так, чтобы она не распускалась. Завязать тряпкой и положить у изголовья кровати, где живет, где спит ваша роженица. Ну, будущее, да. И тогда вот сколько будет лежать платочек, столько выносит. Когда перед тем, как рожать, вот допустим, сегодня уже должна рожать, нужно платок развязать. Если женщина не может родить, что делать? Нужно рисовать правой рукой цифру 4. Поняли? Цифру 4 на животе. Если рисовать цифру 4 вот так вот на животе, то в любую сторону. Все равно, в какую сторону, но лучше так, чтобы цифра 4 рисовалась вот так. По правой стороне начало, а с левой стороны ножка. По правой стороне начало, а с левой стороны ножка. Поняли? Вот так, цифра 4. Прямо ручкой рисует. Сама себе может рисовать, может кто-то ей нарисовать. У меня была такая пациентка, они приехали к нам домой на Щорса, помнишь, да, эту девочку? И я говорю, она говорит, не можем никак разродиться. Я говорю, я сейчас сделаю, но вы не должны далеко отъезжать. Она говорит, ну, у нас вообще ни схваток, ничего не происходит. Я говорю, сейчас, когда я нарисую, через 20 минут родите. Она говорит, нет, мы приехали за 120 километров, говорит, и у нас там нас ждут. Я говорю, тогда не надо, чтобы я вам это делал. Потому что дальше начнется процесс неконтролируемый. И она говорит, да рисуй. Я говорю, ну смотрите. Я говорю, вот вам телефон, если что, вот в роддом здесь киевский поедете. После этого Вера ее зовут. Вот так вот ей рисую, и у нее начинаются схватки прямо у нас дома. Она говорит, Я говорю, Вера, езжай. И после этого муж, руки затряслись, знаете, такой, нам надо домой ехать. Я говорю, вы сумасшедшие, что ли, 120 километров. И после этого через 20 минут ее без очереди там приняли, без вот этой карты сопроводительной, без ничего. Ну, если рожает женщину, что с ней делать? Привезли туда, типа, он говорит, у нас экстренно ребенок, в гости приехали в Киев к родным и сейчас родит. И говорит, да ладно, пусть рожает. А как Юлю с Николаевки, Да. или в Киеве рожает, да, и пишет, что-нибудь помогите, не могу, уже долго. Андрей сделал, через полчаса уже Все родила. на животе рисовать? На животе можно и мысленно рисовать, тоже рожает. Проверено, процесс потрясающий. У меня есть такой талисман, он на duikoguru и kailas.com.ua. Там есть талисман такой, называется «Для вынашивания женщины».
Там два ряда цифр. Там цифры 14, 17, 18, а внизу 16, 13 и 1. Но вы его найдете, чтобы сейчас не записывать для себя. Там есть двухрядный и трехрядный. Там, где двухрядный, я написал там: возьми талисман, нарисуй его на бумажечке и 3 лоб женщине, которая вынашивает ребенка. Если каждый день тереть лоб ей, то тогда выносит и все будет хорошо. Вот 100% проверено просто. Вот 100%. Дальше. На живот, да. Амулет. Это не амулет, это, ну, знаешь, да, там 3 ряда и 2 ряда есть. Дальше очень интересный есть такой метод, как сделать так, чтобы месячные пошли. Нужно пойти в церковь на вечернюю службу, лучше на вечернюю службу, и одеть на себя красное белье. Одеть на себя красные трусы или красное белье, а еще лучше сверху юбку, а под этой юбкой красную юбку еще одну. Вот если на вас будет красная юбка, то у вас начнутся месячные, даже которых очень долго не было. Что, службу отстоять? Службу можно не отстоять, просто походить, там свечку поставить там с левой стороны. Вы в курсе, что свечи ставят с левой стороны? Сейчас, пока мы ждем ребят, да, я бы хотел вас научить, как работать в том случае, если у вас есть конкуренты. Хотите? Да. Вам это нужно? Как работать с конкурентом таким образом, чтобы этот конкурент, который... Итак, я рекомендую работать только с тем конкурентом, который делает то, что и раньше делали вы. Поняли? Вот знаете, так бывает. Ребята вместе начинают работать, и после этого один из них, сотрудник, решил стать сам теперь предпринимателем, но он не повторяет путь индивидуально свой, а пытается обязательно повторить ваш путь и быть как вы. Да, такое бывает? И после этого прям старается и как вы работать, и как у вас делать, и своих... Слизывает все приемы. Да, слизывает все приемы ваши, то есть человек становится как вы. Итак, если человек становится как вы, то он хочет вам подражать. Но его путь, он наоборот работает, то есть он не как вы, он для себя принимает это. То есть он говорит: я не как этот человек, я буду делать по-своему, но делает то же самое. И фактически он как вы, но делает это только для себя. Зачем я это все вам говорю? Есть такая особенность. Если вы каждый день, если вы уверены в том, что человек делает точно так же, как вы, то вы должны утром, в обед и вечером представлять этого человека собой, или будто это человек вы, и произносить слова: он как я, и представлять, будто там ваше лицо. В этот момент все, что у вас будет получаться хорошего, будет автоматически делать так, чтобы у него получалось это по-плохому. И вы вернете себе эту энергию. Поняли? И вы вернете себе эту энергию. Представляете утром, в обед и вечером, будто этот человек, вы его представляете и произносите слова: он как я, и представляете, будто ваше лицо у этого человека. Все, больше ничего не нужно делать. Не мстить, не злиться, ничего. Поверьте мне, чем у вас будет лучше получаться, у него будет в этот момент получаться хуже. А у вас почему лучше? Потому что вы все равно лучше в момент того, когда он начинает. Поняли? Вы все равно лучше в тот момент, когда он начинает. Поэтому если вы в этот момент будете представлять, будто вы это он, не так, будто вы и он это один и тот же человек, то тогда их будете произносить: я это он. После этого у него ничего получаться не будет. Также я хочу вам сказать, что если вы это сделаете, то вот что будет происходить. Особенность есть такая эзотерическая. Нельзя сделать что-то хорошо, повторяя у кого-то. Нельзя. Даже семинары вот люди пробовали читать, и там был у нас Алексей один, который начал читать точь-в-точь мои семинары. То есть он выписал практики, выписал сами семинары и так далее. После этого ко мне же пришел, и я ему сказал следующие слова. Я ему сказал: за тобой не будут идти люди до того момента, пока ты не будешь собой или не будешь каким-то особенным. В тот момент, когда ты повторяешь, ты все равно не настоящий. А вот когда ты станешь настоящим, у тебя будут и люди, и за тобой будут идти. То есть стань тем, вот открой в себе особенность быть настоящим.
Поэтому не совершайте таких ошибок. Если вы что-то делаете, то делайте сами, будьте собой. Тогда вы как сам по себе, вы сделаете больше, чем повторяя, как это делает кто-то. Ни один бизнес ни у кого не получится, если вы хотите его у кого-то повторить. Никогда не совершайте такую ошибку. Не делайте так. Делайте только по-своему. Не совершайте ошибку, не делайте как кто-то. Нельзя делать как кто-то, потому что когда вы делаете как кто-то, вы делаете это из зависти. А зависть плохое начало для бизнеса. Понятно? Нельзя делать бизнес из-за отдачи долгов или из зависти. Это однозначно плохое начало, и одно и другое заставляет человека страдать, а следовательно потенциала там не будет, и это скорее всего разрушится. То есть дело только времени. Обычно если человек слезал ваш бизнес и начинает им заниматься, и вы при этом злитесь, то тогда он может протянуть долго. А если вы не злитесь, то тогда он закончит быстро. А если вы еще и так говорите, как я вас научил, представляя, будто вы и он один и тот же человек, вы, и говорить будете я и он одно и то же, то таким образом у него будет хуже получаться, а у вас лучше. И этот бизнес у него не получится. На этом все закончится. Это проверено, вы можете это пробовать. Я вас поздравляю, теперь вы знаете, как с этим работать. Дальше, конкуренты. В случае, если человек конкурент, то выполняйте практику светофор. Помните, я говорил? Но в практике светофор важно прийти в начале. То есть до того момента, пока он откроет эти двери. Вот если в начале будет, тогда все получится. В моей жизни был такой человек, даже не один, а был целый ряд людей. Я опрометчиво тоже когда-то занимался бизнесом, думая, что повторив бизнес другого человека, я могу быть успешным. Неправильно, нужно делать по-другому, потому что повторяя точь-в-точь, точно не получится. Получается, это одна энергия. Мы хотим повторить энергию и быть тем человеком, а мы не можем быть тем человеком, и энергию его повторить не можем. Никогда в жизни ни за кем не повторяйте, делайте только, как вам захочется. Вот так. И у меня был такой вот, мой был партнер такой, и партнер решил делать, как у меня бизнес. Он взял моих секретарей, взял моего администратора, взял часть там тех людей, которые со мной работают, и начал проводить для себя такой же бизнес, которым я занимался. Его надолго не хватило, он буквально 2 года отработал, после этого у него ничего не получилось и заканчивалось плохо. Почему? Потому что он из зависти хотел быть тем, кем я являюсь. И у него не получилось, естественно не получилось. Потому что ему нужно было делать то же самое, чуть-чуть по-другому и быть собой. Поняли? И быть собой. То есть нужно было как-то быть, но точно не из зависти и точно не повторять мои ходы. Естественно, это очень его подломало. А что нужно было ему делать? Ему нужно было заниматься таким же бизнесом, бог с ним. Но брать ни моих администраторов, ни моих продавцов, ни мой вид товара, возможно, даже не мой центр и так далее. Скажите, у вас были такие знакомые или у вас был такой опыт, когда вы пробовали повторить бизнес того человека, с которым работаете, и у вас не получилось? Или пробовали, допустим, делать бизнес, или пробовал кто-то, занимаясь или работая с вами, повторять ваш бизнес, и у этих людей очень сильно не получилось, и потом появились долги. А поднимите руки, я прав, если вот бы... О, видите, насколько это интересно, видите? Нельзя повторять, это ошибка. Когда кто-то повторяет за мной, как со Славой было, Слава начал делать сайт, отжал мой сайт и так далее. Я начал улыбаться в этот момент. Почему? Я знаю, что он всего лишь хочет повторить то, что я делаю. Конец ему, понимаете? Ничего из этого не получится. Почему? Но дело в том, что если я буду представлять, будто я и он это один и тот же человек, и буду утром, в обед и вечером произносить я и он одно и то же, допустим, то после этого, как бы он ни старался и как бы он ни продвигал свой бизнес, который он продвигает, он будет моим и он будет идти в мою сторону. Сколько бы он ни занимался, он не заработает ни рубля. Люди будут находить меня, люди будут переходить ко мне, люди будут хотеть иметь со мной дело, а не с ним. Хорошо, а если просто здоровая конкуренция, то есть большой торговый центр... В здоровой конкуренции должна быть здоровая конкуренция. Читайте мантры обязательно. Сегодня мы должны выполнить практику такую. Это практика исполнения мечты. Каким образом она делается? Мы втягиваем воздух, вот так шевелим между 7 и 9 чакрой. То есть это полусогнутые руки. Втягиваем и произносим про тебя. Скоро у меня будет.
там бла-бла-бла-бла, там скоро у меня будет, давайте так, все вместе одно и то же желание, тогда скоро будет. Скоро у меня будет один персональный свой $1 миллион США. Скоро у меня будет один персональный свой $1 миллион США. Только вы должны будете делать это мысленно, произнести мысленно, вдыхая. А после этого, когда вдохнули и задержали дыхание, как будто восхищаемся и делаем так. И после этого так. Но эффективность практики будет зависеть сегодня от вашей эффективности. Сегодня до самого вечера и до самого сна вы должны во время того, когда вы ходите, произносить себе следующие слова. Я счастлив, потому что, и дальше произносить почему. Нет, скоро будет несчастлив. Вы счастлив должны будете от того, что рядом с вами что-то происходит. Я счастлив, потому что со мной рядом этот человек. Я счастлив, потому что на улице тепло. Я счастлив, потому что у меня там детки. Я счастлив, потому что на мне кроссовки. Я счастлив, потому что я купаюсь. Я счастлив, потому что я высыхаю. Я счастлив, потому что на улице солнце. Я счастлив, потому что голова чешется. Я счастлив, потому что там голова почесалась. И вы целый день себе эти слова аж до самого вечера произносите. Если вы сегодня будете это делать до самого вечера, то сегодня с 5 часов вечера начнется новолуние, и у вас это все раскрутится уже до середины месяца, представляете? И вот это слово «я счастлив, потому что» это будет вашим элементом медитации с наполнением вот этого задела и этой программы, которую мы сейчас установим. Очень хорошо, что мы подобрали так морской курс, и у вас есть возможность это все запустить так, чтобы пруха была и везуха. Супер, да? Ура! Итак, существует в бизнесе такой принцип. Наверное, вам это будет интересно. Пока вы находитесь в состоянии полета, это, скорее всего, войдет в вас и будет в дальнейшем вашим принципом тоже. Существует принцип доверия. В случае, если в вашем бизнесе работает 10 человек, и вы доверяете этим 10 человекам, знайте, скоро ваш бизнес вам не перестанет принадлежать. Доверие может быть таким: я доверяю ему ключи, доверяю ему дверь открыть, доверяю ему кассу привести, доверяю ему там считать, доверяю ему отправлять, доверяю ему заниматься накладными, доверяю еще чем-то делать. Так вот, если у вас 10 человек, и вы 10 доверяете, помните, скорее всего, в ближайшие полгода этот бизнес вам не будет принадлежать. Можно ли рассчитать элемент доверия и сделать математическую формулу? Я ее могу нарисовать, эту математическую формулу, и вы можете посчитать количество сотрудников, которым вы доверяете, и мысленно прикинуть тот момент, когда вы закроете свой бизнес. Дело только времени, вы представляете. Даже если вы доверяете одному человеку, то, скорее всего, этот бизнес может терять ваш контроль. Самое страшное, что вы можете сделать, доверять деньги другим людям. Нет. Человек не может доверять даже себе. Объясню почему. Утром говорите себе: я хочу похудеть, приду вечером и не буду есть. Пришли вечером и как никогда наелись. Почему? Но если вам подвластны гормоны, на вас влияет там падение сахара в крови, на вас влияет гормональный статус, вы не можете контролировать свои эмоции, то что говорить о людях? Да, тогда чем больше доверия, тем быстрее ваш бизнес может обломаться. Вот смотрите, вы, допустим, тибетская форма, сейчас вы сами сказали, увеличились объемы. Как вы будете доверять людям, если вы сами один с этим не справитесь? Людей прими, эти курсы проведи, там, жизнь. Я с вами абсолютно согласен. Так вот, есть такая специфика, которая называется автоматизация. Слышали об этом? Ну вот я вам могу сказать, что используйте автоматизацию и убирайте по возможности людей. Автоматизация логистического процесса. Слышали об этом? Автоматизация передвижения товара между складом и логистическим центром. Автоматизация и просчет захода товара, захода закупок и так далее. Это сейчас есть программы. Поставьте везде программы, чтобы они следили. Понимаете, причем тут доверие? Никому не доверяю, все автоматизировал. Почему? Это единственная возможность получать свои деньги. Я заставляю вести этот процесс, понимаете, автоматизация должна присутствовать. Ну а человек обычно думает: я лучше буду доверять, это проще. Пусть он там на листочках пишет мне дебет с кредитом, потому что программа будет стоить там $3000. И человек не понимает, что это и есть самое основное вложение контроля.
Я вам хочу сказать, если вы вложите в то, чтобы контролировать, вы зарабатывать будете в итоге больше. У меня были такие люди, они приехали и говорят, нам надо оборудование, которое будет взвешивать до 1 грамма кетчуп. Я говорю, зачем вам такое точное? Он говорит, просто мы производим тонны кетчупа и на этом много теряем. И тогда я этому человеку сказал слова, вот если ты меня услышишь, ты будешь богатым человеком. Он говорит, какие? Убери тех замов, которые у тебя воруют больше, чем твои 1 грамм кетчупа. Вот убери своих замов, племянника убери, сделай так, чтобы там тотальный контроль был. Поставь людей и следи за теми людьми, которые работают охранником, которые вывозят тоннами. Ты хочешь сэкономить 1 грамм, у тебя тоннами воруют. Ты что, дурак? И он после этого говорит, ну не ворует, Андрей, не ворует. Я говорю, давай мы возьмем моего человека, Игоря Мачаренко там, или еще кого-то, и будем следить. После этого наняли компанию, которая может следить автономно. Вот они стали возле этого завода и просто 4 дня постояли. Так вот они стояли и проверяли на выходе, как гаишники, что везут машины. Есть ли сопутствующие документы и так далее. И после этого, там, представляясь работниками милиции или работниками ГАИ, могли проверить. Так вот, чтобы вы понимали, он думал, что у него воровство граммы, а у него воровство было десятками тонн. У него выходили машины, и это делала охрана, вы представляете. Они воровали кетчуп по 40 тонн в сутки. А он мне искал оборудование, чтобы он не мог никак найти. А кто это все организовал? Его родной племянник, как я и сказал. Он после этого пришел, глаза аж впавшие, он говорит, мне неудобно сказать. Я говорю, запомни, в бизнесе есть правило, все удобно. А вы запомните это правило, если вам неудобно в вашем бизнесе что-то, запомните, в семье и в бизнесе все удобно. Что удобно в семье? Удобно голым ходить, если никто не возмущается, или голой. Удобно, точно так же удобно сказать, не ходи голый, понятно? Вот если есть удобно, то тогда это семья. Если есть удобно, тогда это бизнес. А так у вас, ой, я не знаю, как ей сказать, что же она ворует. У него воровали по 40 тонн, ему неудобно было сказать. Он говорит, может мне в милицию заявление подать? Я говорю, как вы вообще попали в такой бизнес? Ну, я говорю, возьмите меня охранником, вы будете зарабатывать меньше. У меня был когда-то друг такой, он говорит, у меня завод, и у меня там завод. Я говорю, возьми меня бухгалтером, я у тебя буду много воровать, и ты не поймешь, как я это сделаю. Он говорит, почему? Кровь такая, знаю, как нарисовать 1000 схем. Даже понимать не будешь, откуда я ворую, понимаешь? Я буду там бойлеры покупать, какую-то воду, буду списывать это все. Я найду столько всего, ты даже не представляешь. Ну почему я это сделал и почему? Ну надо ориентироваться в этом бизнесе, а вы доверяете, ну потеряете. Это просто разумно, это законы эзотерики. Я даже не убеждаю, мне все равно, знаете. Это ваши законы, вы их теперь знаете. Не доверяйте. Кому я не доверяю? Я стараюсь никому не доверять. Почему? Автомат или там программа, она должна это вести. Почему? Это математика. Можно доверять математике, это цифры. А там есть чувства, а чувствам я не верю. Существует определенный принцип торговли, который можно очень интересным... У нас есть женщина такая, которая приехала ко мне и говорит, Андрей Андреевич, надо срочно поговорить. Я говорю, а что такое? Андрей Андреевич, вы представляете, тут сзади меня женщины такие, они подключаются к моей первой чакре и высасывают оттуда энергию. Я говорю ей, первая чакра это там, где находится сфинктер заднего прохода. То есть они, как вы думаете, я что знаю, как они подключаются? Ну, наверное, высасывают же как-то энергию мне из первой чакры. Я говорю, ужас какой, из первой чакры и энергию высасывают, да. Ну тогда они не правы. Почему? Зря они это делают. Зря. Если бы я высасывал из какой-нибудь чакры, ну, наверное, бы из 6-й хоть поумнел бы немного. А из 1-й, наверное... не нужно. Она говорит, ну а может они из 6-й, я просто чувствую, как из 1-й. Нет? Все-таки из 1-й высасывает. После этого я уже задолбалась. У нас была женщина, которая кричала,
Люди, хватит дышать, вы воняете, вы все воняете. Вы помните ее? Откройте окно, на улице холодина, это Крым, осень уже, знаете, холодно было. Я говорю, да что же ей там воняет? Я говорю, ну я не знаю, ну откройте окно. Открыли окно, но я не знаю, не дышите, ты вонючая, что ты на меня дышишь? А потом встает, вы представляете, поворачивается ко мне, а у нее сзади штаны в какашках. Она, видимо, садилась там нечаянно как-то и не очень хорошо снялась. И когда на унитаз ходила, то чуть-чуть попала, знаете, или смывала и там забросила как-то. И она ходит, ей все воняет аж сознание. Ира, ты была тогда? Я ей тогда говорю, знаете что? Если от человека воняет, то скорее всего ему воняет от себя. Это, знаете, прямо правило жизни. Если тебе очень сильно воняет вокруг тебя, начни нюхать себя. Потому что так сильно нюхать от кого-то, это очень сильно надо вонять. А так у себя унюхать можно, знаете. Помните, да, Сурая такой? После этого сзади, я ей не сказал, я говорю, вам нужно пойти чуть-чуть переодеться. А после этого девочка у нас сидела сзади, говорит, у вас сзади очень сильно выпачкана, очень сильно одежда выпачкана фекалиями, вы должны пойти переодеться. И после этого она пошла переоделась. Помнишь, как она кричала, вы меня задолбали. Вот она заходит, так встала и говорит, вы меня задолбали, что вы такие вонючие все. Фу, воняет, фу, не дыши, у тебя со рта воняет. Откройте окно, я уже не могу, сидела там. Ну, отсос из первой чакры, это, конечно, потрясающе. Поэтому могу вам сказать, здесь из вашей первой чакры никто отсасывать не сможет. Почему? Подавиться можно. Там же так много энергии, знаете. Все. А если прорвет, это же захлебнуться. Вообще моя жизнь среди магов, она всегда очень удивительная, знаете. Такие маги приходят, такой забегает человек, говорит, так, я знаю, я тебе нужен больше, чем ты мне, и убежал. Почему ты мне нужен? Кто ты вообще такой? Человек в манто и в кожаном пальто, знаете. И после этого, дай мне свой телефон. На ты причем? Я говорю, хорошо, раз я вам нужен, нате телефон. Думаю, надо, наверное, ему психиатрическая помощь. После этого он мне звонит, ага, я говорю, что такое? Понял, ты скоро умрешь. Я говорю, да, супер, отличный ход. Если я тебе не помогу, значит у тебя там рядом с тобой люди, и они, значит, одна тебе магию делает, другая магию делает, и у тебя сейчас будет онкология предстательной, потом поджелудочной железы, онкология почек будет, и ты умрешь за полгода. Я говорю, как тебя зовут? Коля. Я говорю, ну и дурак ты, Коля. Я говорю, знаешь, Коля, больше мне не звони, потому что если есть идиоты, то ты, наверное, среди таких находишься. Больше не звони, потому что все это полный бред. Дальше женщина приходит и говорит мне, я проходила курсы, но не у вас, у другого человека, и он мне открыл при помощи гипноза все сферы подсознания. И я теперь вижу будущее, прошлое. Я говорю, что вы видите будущее? Вот на этом месте, где мы стоим, будет находиться большой город, будут летать НЛО тарелки, здесь будет там еще что-то. Я говорю, а какой будет курс доллара завтра? Она говорит, нет, я могу видеть очень давно. Я знаю, что я была Нефертити, а потом я стала Нострадамусом, а потом сейчас я могу предсказывать будущее, вот здесь будет большой город, а на этом месте... Я говорю, не надо рассказывать мне чепуху вообще. Скажите, какой будет завтра курс доллара? Скажите, какой будет курс доллара? Я не знаю, значит вы не умеете видеть, поэтому не морочьте ни мне, ни себе голову. Идите лечитесь, пусть вам врач поможет закрыть то, что он открывал. Потому что, скорее всего, это у вас проблемы, которые связаны с психикой. И то, что вы видите, это иллюзорные картинки, которые не соответствуют ничему. Вы просто мечтаете, и ваши мечты создают такие иллюзии. Да.
Ну, и вы знаете, это частое явление. Была такая женщина, которая говорит, видишь, кто здесь нарисован? Я говорю, а это кто? А это дети. А среди них никого невидимого не видишь? Я говорю, никого. Это ты, колдун, понял? И вот это приплыли. Но она сначала говорила на русском языке, а потом, когда начала уходить, ее накрыло, и она начала говорить на английском языке. Причем там такими там это выглядело где-то так, что вспомнила, то и сказала. То есть это выглядело так, who isn't you today, значит. Помнишь это, Света, да? Ушла, вернулась, и who isn't you today? Это что такое вообще? А еще была женщина, которая пришла и сидит вот так. Я ей говорю, у вас такие заболевания, такие, надо вас полечить. Потом она говорит, я хочу вам позвонить, можно я вам позвоню? Я говорю, хорошо. После этого она мне звонит, говорит, Андрей Андреевич, я хочу вам назначить сегодня встречу в ресторане на 8 часов вечера. Я говорю, давайте на 6, потому что я в 6 заканчиваю, у меня между 6 и 7 есть время такое, я все равно буду продукты покупать. И я зайду в ресторан, но очень быстро, хорошо, хорошо. Женщина приходит, я ее даже не узнал. На голове кандибобер такой, знаете, это такой заворот волос такой, в который банку вставляют. И там губы накрашены, там очень красиво одета. Ну, она очень взрослая. Очень взрослая, это между 80 и 100, знаете. Естественно, с прекрасными золотыми зубами, знаете. И когда она пришла, я говорю, в чем смысл встречи? Она говорит, мне очень неудобно, но я хочу вам о себе рассказать. Я бывший партработник, у меня много денег, есть имущество, я там очень хорошо себя чувствую по жизни, у меня очень высокая пенсия, аж целых 30 тысяч гривен, но это $1000. И говорит, у меня очень много золота, там всего в жизни. Я говорю, зачем вы мне это рассказываете? Хотите, я вас полечу, там, детям оставьте, зачем? Она говорит, нет, я детям не буду оставлять. Я хочу, Андрей Андреевич, чтобы вы стали моим любовником. О! Я говорю, ну, думаю, сейчас откажу ей, умрет еще, знаете, расстроится. Нет, нет, я ей сказал, помните, я говорил, всегда говорите, я подумаю, да. Я говорю, я подумаю, завтра вам скажу ответ, хорошо? После этого на следующий день она звонит в 11 утра. Я ей отвечаю, говорит, здрасте, это вот вчерашняя там Алла Владимировна по вчерашнему вопросу. Ну что вы скажете, Андрей Андреевич? Я говорю, дело в том, что я живу в семье, и я вынес это на рассмотрение семьи, вот, и мы с женой общались. И она сказала, что наша семья против, поэтому извините. Наша семья против, мы, к сожалению, нам это не нужно, спасибо. А говорит, ну хорошо. Я говорю, ну хорошо, знаете. Все остались, я ее не обидел, знаете, никому ничего не отказал. Она потом много раз приходила, лечилась, а потом, когда уходила, делала очень быстрый поворот головы и пускала мне воздушный поцелуй. Я говорил ей все время, не надо так сильно мотылять головой, в вашем возрасте это нехорошо. Там вообще у меня был период жизни, когда бабушки меня атаковали. Как в школе писали записки, вот я сижу, собираю свои вещи. У меня очень сложный портфель, я его сам еле научился открывать. Они туда умудрялись при мне, вот я их принимаю, никто не уходит. Прихожу домой, у меня в портфеле 5 записок. У них там агентурные какие-то, агентурные подсадные утки, у них там конспирации и так далее. И там целые письма, там, ой, боже мой. И внизу там подпись, жду ответа, как поцелуй лето там или что-то. Думаю, совсем омолодились бабушки мои. Ужас какой. Так что я могу сказать, что было у меня время в моей жизни, когда я был таким же популярным, как Филипп Киркоров. И даже более того. Я могу сказать, что будь на моем месте кто-то другой,
то, возможно, он был бы кем-то другим. Да, интересное было время. Я помню, в Запорожье и в Кировограде так вообще еле сбежал, знаете. Я видел когда-то, как в метро бабушки торговали огурцами. И идет милиционер и говорит: здесь я не разрешаю вам торговать. И вот эта бабулька прямо с сидячего положения, как Брюс Ли, в подскоке ногой его завалила вообще. При этом она держала вот так эту кастрюлю с огурцами, знаете. Вот так вот выскочила горбатая и ногой прямо его так, тыщ. Он падает, и вторая его ведром с этим. И он такой начинает назад вот так отодвигаться, а та, которая была, говорит: не дай ему уйти. Честное слово. И все, и я вот 3 года ходил через вот этот переход, этот тоннель, и эти бабушки там сидят. Серьезно, она так побила этого мужчину, у меня был шок моральный. Я никогда не думал, что женщина вообще может так драться, знаете. Там, я вам говорю, Брюс Ли в кино меньше прыгал, чем она. Какая-то бешеная, знаете. Она так кричала, знаете, этот бедный милиционер, его надо было фотографировать. У него на лице было прикосновение ада, знаете. Он увидел свою загробную жизнь, знаете. Люди, которые шли на вокзал, у них был моральный шок. Они просто стояли, не могли поверить, что они это видят. Бабушки реально стоя аплодировали. Она такая старая была, я вам говорю. Но то, что она так ногу задрала, я думал, там вообще. Это ж юбка, эти огурцы, знаете, безумие какое-то, знаете. И на следующий день я очень злая. Сидит и говорит: сколько? Вот она из злости такая, вы представляете? Она всех ненавидит, там сидит, всех ненавидит. А вторая такая же самая, это, знаете, мистер Холмс и доктор Ватсон, знаете. Одна бьет, вторая ведро схватила, бьет его, и это кричит: не дай ему уйти, не дай ему уйти. У человека физическое тело имеет свои ограничения. Эти ограничения могут быть вызваны витаминозом, усталостью, незасыпанием, будь чем. И часто человек попадается на удочку своего недомогания или удочку своего тела. Вот тело начинает болеть, ему становится плохо, начинает где-нибудь что-нибудь там то морозить, то усталость, то невысыпание, то еще чего-то. Так вот, я обычно говорю такие слова. Для того, чтобы в этот момент включить энергию, нужно не жаловаться, а нужно сцепить зубы и включить 100-ю скорость. Болит, значит, иди быстрее. Тошнит, значит, бежи. Понимаете? И вот почему? Есть такое понятие, которое называется внутренний дух. Внутренний дух, он лечит тело, если его выпустить. Вот этот внутренний дух, это, наверное, то, что обычно о чем обычно пытаются сказать те люди, которые занимаются коучингом. Они просто обычно говорят: включи свой внутренний дух, и тогда ты будешь очень сильным человеком. Включи желание, внутренний дух и начинай быть быстрым. Таким образом, человек может совершенно изменить свою судьбу, если включит внутренний дух. Почему? У духа нету энергии, это океан энергии, а у тела есть ресурс. Тело устает, а внутренний дух совершенно не устает. Поэтому не нужно жаловаться, когда вам плохо, сцепите зубы и бежите. Как я говорю, включи 333-ю скорость. Почему болеют дети? Я говорил, дети болеют только в том случае, если кто-то является тем человеком, который между первым и вторым человеком рассказывает что-то. Вот, допустим, Света и я, мы между собой живем в одной семье. И у нас между нами есть какие-то разногласия. И есть третий человек, который не является членом нашей семьи. Это, допустим, как вас зовут? Света. Это, допустим, Света. И после этого Света подходит ко мне и говорит: Андрей Андреевич, а вот Света на вас говорит то-то, то-то, она не права. И она говорит это там и то-то, то-то, и то-то, то-то, и то-то, то-то. Вот смотрите,
Так бы она узнала это, одна Света узнала у другой Свете. Они узнали, и они бы об этом забыли через один день. Но она рассказала мне, теперь я ненавижу Свету, и буду я накапливать эту энергию долго, и после этого обязательно Свете это буду высказывать. Потому что между нами возникнет длительная конфронтация. И эта конфронтация может привести к тому, что мы между собой будем потом склочными. Хотя так и я бы забыл, и Света бы забыла, что там она сказала и так далее. Но я и Света обязательно поругаемся, об этом забыли. Но тот, кто между ними был посредником, у него за счет этого будут очень сильно болеть дети. Болезни детей очень часто связаны у тех родителей, которые вот включают конфронтацию между какими-то людьми. Запомните это. Когда-то я уже говорил, что прислужники дьявола это те люди, которые являются теми, кто передает информацию между одним человеком и другим человеком. Понимаете, не надо передавать. Я знаю, что мне кто-то сказал, и я вам поэтому говорю. Вот вы плохой человек. Если бы вы сами это знали, то тогда могли бы сказать. А там мне сказали, и вот поэтому я вам передаю. Нельзя быть тем человеком, который передает. Нельзя. Это нехорошо. Таким образом, если вы передаете, то у вас будут проблемы. Эти проблемы целиком будут вашими системными и проблемами ваших детей. Понятно? Поэтому нужно закрыть рот и никого не обсуждать. Вот так вы представляете. Даже здесь не обсуждать, а передавать информацию. Передавать информацию. Второй слог, который улучшает сознание человека или улучшает ум человека, это раз на вдохе и после этого соб. Раз на вдохе задержки дыхания, после этого соп. А скажите, есть такое ощущение, как будто в глазах чуть-чуть гаснет свет? Такое ощущение, как будто в глазах гаснет свет. Не обращайте на это внимания, это хорошо. Ну а если представить солнышко, сейчас солнышко представляется хорошо в голове? Хорошо, видите, зато представляется что-то хорошо. Итак, на вдохе раз, на выдохе соп вместе со мной. Молодцы. На вдохе апс, на выдохе ум вместе со мной. Апс, ум. Вместе со мной делаем вдох апс, на выдохе ум. Сейчас немножечко подождем. Головка закружилась. Ну а скажите, можно сказать, что сегодня у вас настроение лучше, чем предыдущие дни? Можно сказать? А можно сказать, что сегодня теплее. Как-то не на улице, а теплее чувственно. То есть стали теплее. Нет уже такого серьезного раздражения, как-то выровнялось все. Близкие чуть-чуть еще возмущаются, да? Ну что, их тоже отпустит, я обещаю.